Убедительно просим вас выключить звук на мобильных телефонах и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании выступления, должны быть полностью завернуты. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Елена Левковец, Екатеринбург. Судейская бригада. Судья номер 1 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Алла Машкевич, Челябинск. Судья номер 3 Марина Сучкова, Москва. Судья номер 4 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 6 Регина Трусова, Казань. Судья номер 7 Лолита Лабунская, Москва. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Ольга Маркова, Москва. На лед приглашаются участницы первой разминки. На разминке находятся Виктория Сафонова, Минск. Ульяна Третьякова, Республика Мордовия. Любовь Рубцова, Московская область. Виктория Федянина, Пермский край. Камила Нелюбова, Краснодарский край. Мария Захарова, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Прекрасное настроение на стадионе в Казани, где проходит третий этап взрослой серии Гран-при России по фигурному катанию. И открываются эти соревнования в женском одиночном катании. Короткая программа. Трибуны уже полны зрителями. И сегодня у них весьма вероятно будет много интересных выступлений, в том числе и от их родных спортсменов. Но об этом мы поговорим позже. На комментаторской позиции олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анна Щербакова. Приветствую вас. Всем добрый день. Рады вновь оказаться здесь, в Казани, в том месте, где фигурное катание все же не просто любят, а обожают. Приветствую всех любителей фигурного катания, которые сейчас тоже собрались у экранов смотреть за этапом Гран-при женское одиночное катание. Я вот уже на арене сижу, у меня прям предвкушение, смотрю наших прекрасных девушек и очень жду их короткие программы. Ну а тем временем вы видели, Олег Васильев, олимпийский чемпион в парном катании, так подхватил кофточку у спортсменки Виктории Сафоновой из Белоруссии, которая здесь выступает вне конкурса, но это очень мастеровитая фигуристка, много раз, 6 раз была чемпионкой Беларуси, и здесь она, конечно же, получит и аплодисменты, и оценки. Единственное, что ее результат не будет учтен, так как она выступает вне конкурса. Вслед за ней уже в официальных соревнованиях Гран-при будет кататься Ульяна Третьякова из Республики Мордовии.
Она бронзовый призер соревнований в Чебоксарах среди юниоров. И в короткой программе Ульяна будет кататься по такую серьезную, мрачную композицию, которая называется «Черное сердце». Любовь Рубцова представляет Московскую область, и это Ангела Плющенко, тренеры Евгений Плющенко, Артем Значков, Екатерина Митрофанова. Занимала призовые места на этапах Кубка России среди юниоров, участвовала в чемпионате России по прыжкам, в юниорском первенстве. Ну и не такая простая судьба у фигуристки в плане травм. Приходится преодолевать какие-то проблемы, которые ей иногда мешают двигаться вперед. Пожелаем ей удачи, и чтобы все было отлично. Как происходит дело на разминке? Ну что ж, 6-минутная разминка продолжается. Мы видим целую россыпь очень и прекрасно выполненных прыжковых элементов. Но что касается твоего вводного слова, Вась, то действительно сегодня зрители увидят абсолютно разноплановую борьбу. Нет, борьба она будет одна. Конечно же, за пьедестал и самые высокие ступеньки этого пьедестала. Но действительно, это не наигранные слова. Здесь есть за кем последить, потому что есть и поменьше, и повыше. Есть более серьезная композиция, есть более современные музыкальные композиции. Здесь даже, если мы говорим и забегая чуть вперед о мужских коротких программах, то будет такой небольшой сюрприз. Такого я не видел еще никогда именно в плане любительских соревнований. На ваших экранах тренеры Екатерина Патласова и Алексей Головацкий, которые тренируют Викторию Федянину. Она будет кататься следующей, представлять Пермский край. А вслед за ней будет кататься Камила Нелюбова. Она на ваших экранах. Тренирует ее не только Дарья Гуреева, тренер на ваших экранах, но и Аделина Сотникова. Выступает Камила за Краснодарский край, а тренируется в Москве. В прошлом сезоне фигуристка заходила на четверной Луц, но не приземлила его. Но, тем не менее, погоня за четверными продолжается. Погоня за четверными будет, на мой взгляд, усилена завтрашними произвольными программами. Но сегодня парочку тройных акселей мы с вами увидим. Но я надеюсь, что они будут чисто исполнены. В том числе один из тройных акселей будет продемонстрирован уже в этой первой разминке. Я надеюсь. А на ваших экранах фигуристка Мария Захарова, которой Алексей Ягудин на этапе стоя аплодировал за ее катание в произвольной программе. Это было великолепно. И Мария, конечно, вот в короткой программе чуть-чуть не слаженно выступила, что помешало ей побороться за призы. Как она выстрелила в произвольной. Мы желаем ей уже прямо с короткой программы врываться в бой и претендовать на самые высокие места. Кстати, по поводу продолжения ее короткой программы и произвольной, программы, которую мы наблюдали совсем недавно, то про нее есть еще очень интересный факт, что она стала самой возрастной, как бы это смешно ни звучало, при ее возрасте 18 лет стала самой возрастной, кто выполнил четверной прыжок во время соревнований здесь, я имею в виду именно Российскую Федерацию. Тренирует ее мама Анна Царева. Происходит их работа в школе имени Станислава Жука. Известная школа, где в том числе работают и Елена Буянова, Ирина Тагаева. Ну и очень хочется, чтобы Мария своей программой под названием Feeling Good задала какой-то тон и для себя, и для остальных на этом стадионе. Но она будет кататься последней, а начнем мы, как уже было обещано, с белорусской фигуристки, выступающей вне конкурса. Для исполнения короткой программы на лед приглашается олимпийский чемпион Виктория Олег Васильев Сафонова. выводит на лед Минск. шестикратную чемпионку Беларуси Викторию Сафонову. Она будет представлять свою страну на Олимпийских играх в следующем году. Бессаме мучо, но вне конкурса.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Отличное начало сегодняшнего соревновательного дня. Красиво, со значением, элегантно. Какая прекрасная фигуристка возглавляет белорусское фигурное катание и будет представлять нашу братскую страну на играх. Просто сорвал с языка. Я только что хотел сказать. Хорошее заработанное начало. Чистый прокат. Единственное, что мне кажется, что у меня теперь новая будет кличка Алешка Кьюшка. Сегодня и также и завтра хочу более подробно наблюдать за тем, как будут ставиться те недокруты и ледокруты. Но в общем и целом, конечно, впечатляет уровень белорусской спортсменки. И мы знаем прекрасно, что была в Пекине, была в Китае на отборочном турнире. Так же, как и белорусским спортсменам, нашим спортсменам разрешили. Мы знаем, что Аделя Петросян там же выступала. И вот Виктория Сафонова очень неплохо там выступила. По-моему, остановилась в шаге от пьедестала. Но тем самым, собственно, не только одобрил эту заявку на Олимпийские игры, но и подтвердила ее. Да, Вика очень сильная спортсменка, и сегодняшним выступлением она это вновь доказала. Двойной аксель, тройной флип выполнены без вопросов. Сейчас хочется посмотреть на повтор каскада, тройного А мне на выезд. Ну вот здесь возможно, но вот здесь точно будет, да. Здесь, скорее всего, будет небольшой недокрут, хотя... Хотя мы как будто бы в пользу спортсмена бы засчитали. С этого ракурса выглядел, мне кажется, очень хорошо этот прыжок. И Вика очень сильная фигуристка, она владеет и четверными прыжками в том числе, поэтому нет никаких сомнений, что с тройными сложностей никаких не возникает у нее. Конечно, ну а по стилю такое размеренное катание, без особых резких всплесков. Но вы знаете, когда мимо проезжает спортсменка, прям ее глаз горит. Возможно, нет такой экспрессии, но именно глаз у этой спортсменки горит. Выдержанный образ. Выдержанный. И первые оценки, которые мы ожидаем.
Напоминаем, что они не пойдут в зачет, но все же для белорусских спортсменов это не первый сезон это происходит. У них есть возможность, поскольку турниров в родной стране не так много, то у них есть возможность приезжать на наши турниры, хоть и вне зачета, но все же это реальные прокаты, это реальный лед, это реальные люди, зрители и соревнования, и реальные баллы. Работают вместе с Викторией Сафоновой тренеры Олег Васильев, Оксана Матвеева, Егор Головкин. И получает она 61, почти 62 балла. Может принять эти оценки к сведению. Для исполнения короткой программы на лед приглашается... С мрачной и тревожной композицией «Черное сердце» на Гран-при в Казани выступает фигуристка из Мордовии Ульяна Третьякова. Она родилась в Глазове, где и Лиза Туктамышева. Хорошее местечко, где любят и ценят фигурное катание. Удачи! Черное, не черное сердце, а оно было в этом выступлении. И сразу по горячим следам, да, может быть, не столь ярко, но, с другой стороны, самое главное, справилась своим волнением и выдала абсолютно чистый прокат. Да, в данный момент у нас, уважаемые телезрители, есть вопрос по поводу двойного флипа, прыжка, который был во второй половине программы. Он под вопросом и стоит недокрут. Это мы чуть позже будем разбирать, но в целом это сердце, которое обволакивает своей любовью и тянет, манит в свой загадочный мир.
Ульяна сегодня справилась определенно со своей короткой программой. Видим мы, что и она, и тренер довольны. И было видно, как сильно они переживали до выступления. И как тренер за бортиком переживала за спортсменку. И сама Ульяна, мне кажется, в глазах прям читалось это волнение. И оно как будто бы и сыграло в этом двойном акселе. Не самый уверенный выезд с этого прыжка. И дальше как будто по ходу программы она постепенно раскрывалась и волнение уходило. И дальше она справилась и с каскадом, тройной лут, двойной тулуп, и с тройным флипом. Хоть там и стоит недокрут. Давайте А вот сейчас будем пересмотрим как раз. наблюдать. Ну, я бы поспорила, честно говоря, насчет недокрута, но... А я промолчу и буду копить энергию на последующие прокаты. Да, но тем не менее мы констатируем, что соревнования начались на хорошей ноте. Мы вообще уже очень ценим казанский лед за то, какое настроение он нам подарил в последние дни, когда здесь были юниорские соревнования. Здесь все катаются чисто, ну или 95% спортсменов. Это потрясающе. Вместе со своим тренером Анастасией Григорьевой Ульяна Третьякова наблюдает за своими оценками. В общем и целом, мне кажется, девушки Для довольны. исполнения короткой программы на лед приглашается Любовь Рубцова, Московская На льду в область. Казани, где проходит третий этап серии Гран-при России по фигурному катанию, Любовь Рубцова. Фигуристка нашла себя в Академии Ангелы Плющенко, где она работает с Артемом Значковым, Дмитрием Михайловым, Сергеем Алексеевым и, конечно, самим Евгением. Don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. What you say? What you say? Hit the road. Hit the road. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't you come back. Don't you come back. What you say? What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Сегодняшнее фигурное катание — это, конечно, время каверов, когда очень хорошо известные композиции перерабатываются, получают какое-то новое прочтение, такое глубокое, эмоциональное, как сейчас откатала Любовь Рубцова. Мне очень понравилось. Да, и вы знаете, конечно, такой стиль... Вот.
И мы задаем, как так можно? Те же мысли были во время тройного флипа, потому что Люба выглядела очень уверенно на льду и очень уверенно справлялась со своей короткой программой и каталась также и с эмоциями. И мне кажется, даже в глазах видно, что вот этот заряд на этот прокат был. И начала прекрасно. Двойной аксель пролетный. Мы знаем, что Люба владеет и тройным акселем. Это было видно. Прыжок выполнил хорошо, с запасом, и дальше хочется сакцентировать внимание на каскаде. Вот на этом каскаде. Да, тройной лутс, тройной ридбергер — это очень редкий элемент, и исполнен он абсолютно докрученно. Ну, вот здесь бы я бы поспорил. Исходя из того, после каких приземлений ставят кьюшки, то здесь, ну, априори, как бы это каскад, который, ну, он заставляет тебя чуть прыгнуть, не то, что не докрут, но как бы с запасом. Ну, приземлиться по дуге нужно. Да, чтобы эта дуга сработала и чтобы тебя вытолкнуло потом наверх. Ну и, конечно, здесь, если давайте абстрагироваться от этого сложнейшего каскада, очень редкий случай, когда люди идут на такой риск, потому что разница тройной луз, тройной тулуп и тройной луз, тройной ридбергер буквально, по-моему, там 0,07, 0,7. Да, разница минимальная, риск очень большой, поэтому всегда очень ценим, когда спортсмены идут на этот риск, потому что каскад этот выглядит очень красиво. Но вот, к слову, а как так можно, это про вот тройной флип, который получился лишь двойным. Ну, а если быть точнее, то вообще по нулям, потому что двойные прыжки не то, что не разрешены, но, с другой стороны, не разрешены. То есть двойные прыжки не идут в зачет, поэтому можно так сказать, что короткая программа без одного элемента. И на этом сколько она потеряет? Баллов 5? 6, даже если было бы хорошо все. Да, если хорошо выполненный Вот Артем прыжок. Значков сейчас на ваших экранах и Любовь Рубцова. Программа набирает 55,19 баллов. На данный момент участница занимает первое место. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Виктория Федянина. Пермская фигуристка Виктория Федянина тренируется у Екатерины Патласовой с самого детства. И это удивительный союз. Вика – ведущая пермская спортсменка, и, как свойственно лидерам, она опережает время, ведь ее программа называется Sunday Afternoon. А еще суббота. It's a choice to stay. It's a dream, yeah. And I won't wait. You have blood on your hands, and I'm feeling faint. I'm drowning, and you can't decide. It's not about geography or happenstance. You need to fly and take a chance. You'll need to shine to emptiness and run high and forever dance. I'm not gonna live for you or die for you or do anything anymore for you, because you leave me here on the other side. You leave me here on the other side. I won't live for you or die for you or do anything anymore for you, because you leave me here on the other side. Oh, you leave me here on the other side.
would do anything for you. Прелестно, просто прелестно все выполнено. Да, и сразу забегая чуть назад, прошу прощения, конечно, это был Сергей Алексеев и не Артем Лачков. Думал об одном, сказал о другом. Простите за эту суматоху. Да, возвращаемся к прокату, который мы только что с вами наблюдали у Виктории. Слушай, такое какое-то тягучее, плавное катание, но в то же самое время, в нужный момент, когда нужно подпрыгнуть и совершить этот пролетный высокий прыжок, как бы спортсменка собирается и все делает. Прекрасный дуэт с ее тренером Екатериной Патласовой. Столько лет работают вместе, столько всего было придумано замечательного. И вот такое многолетнее сотрудничество, которое включает в себя не только профессиональное, но и видно, что душевное взаимодействие, конечно же, ценится. Очень понравился прокат Виктории, и только что даже на повторах мы видим, что буквально с самых первых движений программы она полностью погружена в образ, в музыку, она катается с душой, а это всегда чувствуется. И именно такие выступления попадают в душу зрителям, как мне кажется. С технической стороны тоже она прекрасно справилась со своей программой. Каскад выполнен докрученно, чисто, и даже при таком строгом судействе не нашли к чему придраться. Техническая бригада справилась со всеми прыжками. Сложность одна, мне кажется, возникла только во время исполнения первого вращения комбинированного, во время смены ноги. Чуть-чуть она ловила баланс заново, и из-за этого лишь 3-й уровень получила на этом вращении, не такие высокие надбавки, а в остальном прекрасно каталась, исполняла элементы, и все это было вместе, очень целостная картинка. Но вот сейчас, естественно, не хочется ничего добавлять уже к вышесказанному, но хочется какой-то еще более какого-то такого немножко, чтобы она так над льдом парила. Но хотя и так все же вполне, и эта улыбка подтверждение удачи. Она на данный момент впереди. Похлопывают ее тренеры, с удовольствием поздравляя с оценками. На лед приглашается Камила Нелюбова. Камила Нелюбова выступает за Краснодарский край, но тренируется у Дарьи Гуреевой и Аделины Сотниковой, олимпийской чемпионки, в Москве. Модная, современная, короткая программа начнется с тройного акселя. Don't you know that I'm trouble? If they knew I was trouble. Everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. Тройной аксель. I'm trouble. I could be the devil in the sky. Don't you see the fire in my eyes? Don't you know that I'm trouble? And if they knew I was trouble, everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. I'm trouble. Yeah. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Bang, bang, bang. Knock you off of your feet. Take you home with me.
Как же это было все вкусно, стильно, размеренно и в то же самое время возвышенно. Камила Нелюбова. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Вот и захлопали во время выступления, трибуны начали поддерживать в ритм этой композиции, такой вроде бы размеренный, но такой качающий. Плюс ко всему это катание, конечно же, соответствовало напряжению. Но это способствовало, безусловно, и само выступление Камилы, ну и плюс такая очень современная, интересная обработка, которая добавляет определенного шарма выступления спортсменки. Ну и сейчас вот эта коронка, прям показывает ноги, отрыв, это тройной аксель. И да, здесь я думаю, что будет поставлена даже не кьюшечка, а уже галочка для наших уважаемых любителей фигурного катания. Это означает, что четвертинка была не докручена, но вы, собственно, сами все видели. Ну да, здесь невооруженным глазом было видно, что приземление как раз в четверть не докруто, но, тем не менее, это уже тройной аксель в короткой программе. Такое не часто увидишь на соревнованиях женщин, поэтому за это отдельные аплодисменты Камиле, конечно же. В прошлом году она не исполняла тройной аксель, как мне кажется, в короткой программе. Идет на усиление, хочет бороться явно за самые высокие позиции. И если эту программу исполнять чисто, то я уверена, что как раз-таки такая возможность у Камилы будет. Потому что сегодня было все, и образ, и целостность, и программа, и исполнение элементов на высшем уровне. Хотелось бы чуть-чуть больше, думаю, внимания обратить на вращение, потому что они все лишь третьего уровня. А это, конечно, тоже, когда идешь на такой риск, на тройной аксель, то и все остальное, мне кажется, тоже должно быть доведено уже до максимума, чтобы не терять баллы на более простых элементах. Но здесь, безусловно, громаднейший потенциал и для дальнейшего развития тоже. И ты абсолютно права, как перфекционистка. Конечно, для спортсменки такого уровня все-таки нужно, чтобы вращение, да, и дорожка, вот именно уже, чтобы четвертый уровень. А она это может делать. Ждет Камила Нелюбова вместе со своим тренером Дарьей Гуреевой оценок. Рассмотрели все наконец-то судьи. Действительно, 3 вращения третьего уровня. И оценка может быть не такая высокая, как хотелось бы, но достаточно высокая, чтобы сейчас быть первой. На это исполнение короткой программы приглашается Мария Захарова. Дебютантка Москва. взрослых соревнований совершенно потрясающе выступила на этапе Гран-при в Магнитогорске. Заслужила любовь публики и признание специалистов, хотя и не заняла призового места из-за проблем как раз в короткой. Еще одна красотка-героиня, победившая травму, и теперь она feeling good. Пусть так будет всегда. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Waves drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the vine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Da, da.
all the world is a new world, and that's all the world for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Прирожденная, конечно, фигуристка с такими линиями, с такой пластикой, с таким значением в любой ситуации на льду. Мне кажется, она вот выкрутится так, что будет делать это как программу в лучшем своем стиле. Пусть даже что-то на прыжке пойдет не так на выезде. Ну вот по поводу выкрутиться, собственно, это мы с вами наблюдали на каскаде. Чуть позже мы о нем поговорим. Для меня лично Маша, как и вихрь, сейчас пронеслась. И в том числе мимо нашей комментаторской позиции. Немножко мы с Аней так пообщались, немножко пошатывало во время катания спортсменку. И вот как подстать этому тексту feeling, I'm feeling, как будто вот только раскочегаривается, как будто это только вот такая разминка перед произвольной программой, где она попробует атаковать четверной тулуп. Но не придраться ни к чему, кроме как... Я впервые вживую видела выступление Маши, и мне очень понравилось. У нее такая прям бешеная энергетика, и она прям умеет зацепить зрителя своим катанием. Это сегодня было видно. Вы посмотрите, как она чувствует эту программу. Заигрывает со всеми. Да. И не было, мне кажется, ни одной вот доли секунды, где она бы выключилась из образа своей программы. Даже исполняя элементы, она всегда вот это чувствовала. Вот. Давайте посмотрим, да. Но... Выкрутилась в прямом и переносном смысле. Она Для из этого зрителей это прыжка... сложный выход. Да, И судьи, конечно, красивый. это все равно подметили, что было не самое уверенное приземление, и немножко отминусовали этот каскад, но то, как профессионально она сработала и удержалась быстро. на одной ноге, да, и даже сложный выезд оттуда выкрутила, это на самом деле мастерство настоящее. И она прекраснейшим образом выступила на первом для себя этапе Гран-при и показала, что да, это как раз это я, и я готова Заявила о себе. по полной программе, да, особенно этой красоты четверной тулуп. Ставят судьи неясное ребро на тройном флипе, но остальные элементы все четвертого уровня, за исключением Дорожки шагов. дорожки шагов. Странно, потому что неплохо владеет коньком Маши, и это, собственно, иллюстрация этого владения. Это вот буквально несколько беговых, и все, уже спортсменка на другом конце ледового пространства. Да уж, рычаги, как говорится, объемное катание. мощные у спортсменки. А руки, вообще такое впечатление, что они даже длиннее, чем они есть на самом деле. Настолько красивые линии она вычерчивает в воздухе. И, конечно же, особая ценность была этот завершающий кадр в ее катании, который доступен только зрителям Первого канала. И она на первом месте с небольшим опережением Камилы Нелюбовой. На лед приглашаются участницы второй разминки. На разминке находятся Людмила Фурцева, Санкт-Петербург. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Вероника Яметова, Москва. Дарья Садкова, Москва. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Вот так жеребьевка позволила с каждым разом все повышать и повышать уровень аплодисментов на стадионе в Казани. Болельщики уже настроены на интересное зрелище и очень эмоционально отдаются всему тому, что происходит на стадионе, но, естественно, к Дине Хуснутдиновой отношения, да, и все шло по нарастающей, просто взрыв эмоций. Ох, как здорово сидеть на стадионе.
Да, хочется отметить вновь, я говорил в самом начале нашей трансляции о том, что здесь, ой, как горячо, обожают просто фигурное катание, несмотря на всю силу хоккейного сообщества, но здесь вот мы сейчас наблюдаем за залом, и практически на 90-95% этот зал заполнен реальными фанатами этого таинства, которое происходит на ледовом пространстве. Самое главное, что очень поддерживают спортсменов и во время прокатов, и после, и причем всех. Конечно, к Дине здесь мы прям почувствовали уровень шума, сразу поднялся, но в целом прям очень чувствуется поддержка зрителей, это всегда очень ценно. И, конечно, фигуристам это очень важно, это их очень подбадривает. Олег Татауров был на ваших экранах, известный в прошлом фигурист, очень техничный, очень интересный, который сейчас тренирует Людмилу Фурсову, которая будет кататься первой в этой группе участниц. Вслед за ней Софья Муравьева. Именно в Казани она в свое время выиграла свою первую взрослую медаль. Ей уже 19. Она серебряный призер чемпионата России 24 года, бронзовый призер за год до этого, двукратный бронзовый призер первенства России среди юниоров. Ну и она переехала из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться с самим профессором Алексеем Мишиным. Короткая программа в постановке. Вот весь тренерский штаб. Елизавета Тухтамышева, которую мы же сегодня вспоминали в связи с Глазовым. Конечно же, Егор Челушкин и Алексей Николаевич Мишин в таком ярком, стильном прикиде сегодня профессор на ваших экранах. Вероника Еметова будет кататься дальше. Она из Свердловской области. Победительница финала Кубка России 22 года. Пятикратный серебряный призер этапов Гран-при. На чемпионате России последний раз была 6-й. Она, в свою очередь, переехала в Москву, где начала тренироваться под руководством Сергея Давыдова, тоже специалиста чрезвычайно плодовитого, мастеровитого, целеустремленного, такого идеалиста. Вот я жду в сезоне, кто растопит сердце Сергея Давыдова, чтобы он хотя бы раз в Kiss and Cry Corner улыбнулся, потому что он всегда суров со своими спортсменами. Он не суров, он сосредоточен. Хорошо, сосредоточен. Но действительно, улыбка бы не помешала. Я передам. Я думаю, будет улыбка. Подождем. Потому что сезон только начался. Ученица Этери Тутберидзе, родом из Йошкар-Олы, тренируется теперь в Москве, как вы поняли. Дарья Садкова на ваших экранах. 17 лет ей, и это уже 3-й сезон на взрослом уровне. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 25 года, призер этапов Гран-при. Свою первую медаль бронзовую она тоже получила 3 года назад, как раз на этапе в Гран-при Казани. Но разве это не замечательно, что этот лед такое количество радости принес спортсменкам, которые здесь выступают? На ваших экранах Даниил Глихенгаус. Он здесь представляет школу Этери Тутберидзе, в которой также, как мы понимаем, Сергей Дудаков работает с этой спортсменкой. Они периодически меняются, потому что, конечно, столько учеников. Напоминаем, кто выиграл первый этап, кто выиграл второй. И все это ученицы Этери Георгиевны Тутберидзе, ее тренерского штаба. Да, Петросян и Двоеглазова. Все этапы пока что у одного тренерского штаба. Анна Фролова в прошлом сезоне побеждала на этапах Гран-при в Магнитогорске, Красноярске. Бронзовый призер прыжкового чемпионата страны и финала Гран-при. В Магнитогорске была серебряным призером спартакиады. Минувшей весной выиграла турнир на открытом льду, открытие Байкала. Ну и там же в Магнитогорске впервые в этом сезоне заняла 2-е место. Это был очень непростой турнир для нее, потому что в короткой программе она действительно была просто великолепна. В произвольной сильно отставала от лидеров, но все же на 2-м месте оказалась. Ее тренеры Рукавицын и Молотов, хореограф на ваших экранах. Ну и в завершении этой группы участниц чемпионка Республики Татарстан Дина Хуснутдинова, красотка, тоже переехала в Москву, влилась в тренировочную группу Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глихенгауза. Дебютирует во взрослых соревнованиях с бронзой в Магнитогорске. Ставит ее программа Георгий Пахилюк.
Уникальные вращения у нее есть. Ну и... И козырь. Да, и козырь. Она уже его аксель. исполнила на разминке, причем Да? очень уверенно, да. Ну, опять же, вот одним тройным акселем жив не будешь, да, потому что все сейчас девушки прыгают такие, исполняют элементы, что нужно что-то еще. Это что? Наверное, легкость в исполнении. О, еще Это не один козырь, это сразу два козыря. легкость, артистизм, точность в исполнении каждого элемента. Ну и, конечно же, выдающиеся постановки, взаимодействие с публикой и в том числе любовь судей. Я не знаю, как она заслуживается, наверное, каким-то особым образом, особым отношением, но она тоже нужна. Называем ее удачей. На лед приглашается Людмила Фурсова, Санкт-Петербург. Школу «Звездный лед» Санкт-Петербурга представляет Людмила Фурсова. Когда-то мама предложила ей сыграть в лотерею. Какой вид спорта выбрать, бальные танцы или фигурное катание? И сейчас в ранге призера чемпионата Санкт-Петербурга Людмила может уверенно сказать, что сделала правильный выбор. Фигурное катание и ее любовь навсегда. Здорово сделано. Ну вот Райан Оттер и с Васей здесь немножко начали обсуждать музыкальную композицию, поскольку она такая с изюминкой, да, специально такая обработчика. Между прочим, это российский композитор теперь уже, который получил популярность благодаря музыкальным шедеврам в кинокартины, вот такие «Метод», «Троцкий», «Гоголь». И вот сейчас за основу, опять же, это страсть, эти взаимоотношения,
в какой-то степени утонченность где-то, но в то же самое время на разрыв аорты, как мы часто любим говорить. И это все было сейчас продемонстрировано в танце и поддержано также зрителями. Да, здорово была подобрана композиция. Даже там, где практически была тишина, зрители чувствовали вот этот нерв и начали хлопать спортсменке. Ну, пустых мест абсолютно не существовало в этой программе. А сейчас давайте вот, Анечка, поподробнее то, что Да, давайте происходило. рассмотрим элементы. Рассмотрим также внимательно, как это делает техническая бригада. Каскад, тройной луц, тройной тулуп. На луце ставят недокрут. И действительно, чуть-чуть все-таки было вот эта вот галочка на приземлении. Тулуп же уже как раз-таки уверенно исполнен. Затем тройной флип во второй половине программы исполнен. И вновь мы внимательно смотрим и действительно видим, что на приземлении конек немного подворачивается. И это тоже в итоге недокрут. Каталась она, на самом деле, с экспрессией, и очень понравилась ее программа. В образе она была от и до. Каждую секунду мы видим, да, и глазами словно испепеляла судей. Но вот зачастую очень многие спортсмены так опускают взгляд вниз, и 75% времени взгляд находится там. Здесь немножко другая картина, прямо играла со зрителями и с судьями. Я думаю, в бальных танцах она добилась бы потрясающих успехов. Такая девушка видная. И не мудрено, что мама предлагала и на выбор бальные танцы или фигурное катание, а, например, не тяжелую атлетику. Выбор очевиден. Девушка совершенно потрясающих артистических способностей и внешних данных. А я бы еще добавил, знаете, на утренней тренировке она была очень скромной, правда. Я стоял с Олегом Тауром, вспоминали и прошлое, и комментировали настоящее. Но вот она была такой скромняшка, а сейчас реально раскрылась. 57,41 балла. И на данный момент участница занимает... На 4-м месте она находится после своей короткой программы. Для исполнения короткой программы на лед приглашается... На Гран-при России в Казани выступает Софья Муравьева. В межсезонье ее имя было у всех журналистов и блогеров на устах, ведь она круто изменила свою жизнь, переехав из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться у Алексея Николаевича Мишина. Ее короткую программу ставил Илья Вербух. Это история Кармен с необычным отступлением в ритм вальса. Ей очень идет.
никогда не думал, что я вот сейчас скажу то, что я собираюсь сказать. Вы знаете, это такой колоссальный рост. Конечно, прыжки, но они и были. И несколько лет назад были, и в прошлом году были. Да, что-то получалось, что-то нет. Но как артистка это абсолютно два разных человека. Даже по сравнению с контрольными прокатами. Мы привыкли к тому, что Соня Муравьева, она, ну, так сказать, фигуристка, чей конек это более какие-то спокойные музыкальные композиции, более лирические. А здесь это темперамент, это прямо полное погружение. Она прям Браво! как театральная актриса отыграла уже, даже еще не двинувшись с места, она уже дала нам какое-то потрясающее напряжение и По настроение. Станиславскому я правда верю. Абсолютно два разных человека. И все удивлялись, и многие не то что критики, а эксперты в области хореографической составляющей говорили, ну как, вот Соня, ну это немножко не ее стиль. Но вот она сейчас доказала, что она может катать и такие номера. Полностью соглашусь. Соня всегда была настоящей артисткой на льду, но сегодня это было что-то совершенно иное. Настолько по-взрослому она преподнесла нам эту постановку, и это нужно было видеть вживую. Даже, мне кажется, ее взгляд до начала программы, она вот проезжала мимо нас, и в этом взгляде уже читался и образ, и настрой. И это сегодня прям захватывающе было. Невозможно было оторваться и думать о чем-то еще. Просто наслаждаешься этим театральной действительно постановкой, которую Соня так нам сегодня до мурашек передала. И параллельно с этим удались и все элементы ей. К прыжкам никаких вопросов нет. Начала с каскада, тройной луз, тройной тулуп. И тоже, я думаю, правильно, что на данный момент они его поставили в первой половине программы, чтобы обрести вот эту уверенность соревновательную и дальше уже постепенно усложняться по ходу сезона. Но сегодня браво. Ну вот Елизавета Туптамышева, Алексей Николаевич Мишин, конечно же, поздравляют свою ученицу. Ну здорово, здорово. Соня Муравьева за короткую программу. В восторге публика, аплодировали всю программу. На данный момент качает Абсолютно заслуженно. первое место. Лидерство по всем аспектам у Софьи Муравьевой на данный момент. Короткая программа на лед приглашается Вероника Еметова. Ученица Москва. Сергея Давыдова на льду. С весны Вероника Еметова тренируется у этого специалиста. Призер этапов Гран-при прошлого сезона выступает под суровую балладу «Дом восходящего солнца». There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been a ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man, way down in New Orleans. Oh,
Вы знаете, это есть длинные дистанции, да, в легкой атлетике, есть короткие. Вот за эту короткую дистанцию там нет времени для раздумий. Там нужно сразу атаковать, сразу включать свой организм на все 100%, потому что ты можешь потерять на старте. И вот сейчас выступление Вероники Еметовой было вот этой 100-метровкой, даже еще короче была дистанция. И в эти 2.40, плюс-минус 2.45 нужно было уместить, ну, максимум того, чем ты можешь очаровать судейскую бригаду. Нет абсолютно, мы зачастую говорим, нет пустот. И здесь не то, что не было пустот, а еще вот эти уже сложные переходы из одного состояния в другое еще были усложнены какими-то дополнительными резкими, ну, в хорошем смысле этого слова, движениями. Давайте посмотрим на каскад, потому что это как раз тот самый прыжок, к которому есть вопросы. Тройной луц и тройной тулуп. Да, вот приземление Вот с здесь. тулупа мы видим вот эту запятую на выезде. Это и есть та четверть недокрута, которую отмечает также и техническая бригада. И она была, эта ошибка видна и во время проката, в том числе остальные прыжки уже были выполнены с запасом. Приземлялась она с большой высоты, уверенно, докручена. И двойной аксель, и тройной флип. И технически очень хорошо исполнила все вращения на 4-й уровень, дорожка 3-го уровня. И дорожка, мне кажется, что даже была близка к 4-му, потому что очень много было работы корпусом, очень много интересных находок, фишечек. И, конечно же, ее коронный проезд тоже был. Не такой Вот он. продолжительный, как обычно, но, тем не менее, в этот момент, конечно, и зал, трибуны тоже взрываются, когда... Вот, ты хотел улыбку, Сергей Давыдов, вот, пожалуйста, это слезы, но они больше, это как улыбка в квадрате. Да, как говорит мой стоматолог, это слезы радости. Но так программа Вероники в привычном ей воинственном таком стиле, ей это идет, она это хорошо выкатывает, и в дорожке это особенно заметно было. Но это драйв, это чистейший драйв, причем сразу. Вероника Еметова занимает 3-е место по короткой программе, уступая Марии Захаровой всего лишь 0,3 балла. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Дарья Садкова. Москва. 3-й взрослый сезон начинает 17-летняя Дарья Садкова. Серебряный призер чемпионата России тренируется в школе Тутберидзе. Карла Моррисон и Рики Мартин своими треками дают абсолютно разноплановую творческую свободу Дарьи в ее короткой. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte al mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche.
России местами уже выпал снег. Москва, Казань к этой ситуации еще готовится, но ничего не знаем. Здесь у нас жара. Сомбреро бы, еще какой-нибудь напиточек. И, можно сказать, наблюдая за катанием Дарьи Садковой, можно сказать, что мы действительно здесь для того, чтобы отдохнуть, эстетически отдохнуть. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭБ-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭБ-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Потрясающее катание у Дарьи. И мне еще вот особенно полюбилось то, как она высоко и элегантно поднимает ногу на каждом выезде. Такое впечатление, что она каждый раз касается потолка этой ногой. Даша сегодня по-настоящему зажгла на этом льду, и зрители тоже это почувствовали. Даша очень танцевальная и очень классно, что эта программа ее так раскрывает с этой стороны. Если говорить про элементы, то сегодня справилась она сегодня со всеми элементами своей программы, абсолютно вот технически все на максимум. Перенесение каскад в первую половину, обычно Даша его прыгает во второй половине программы, и бывали с ним сложности в прошлом сезоне. Видимо, решили попробовать чуть другую тактику и начинать с этого каскада, и сегодня эта тактика сработала на ура, и только в плюс Даша, потому что дальше она спокойно исполнила и двойной аксель, и тройной ридбергер, и на 4-й уровень исполнила абсолютно все элементы в своей программе. Мне кажется, что она первая спортсменка за сегодняшний день, кому это удалось, дорожку шагов 4-го уровня все-таки добиться этого. Все чистенько, все докручено и все 4-го уровня. Этот стиль подходит Даше, но мне кажется, есть куда еще расти. То есть это в самое такое начало, когда по утру начинает раскрываться этот прекрасный цветок, бутон, да, и дальше, ну слушайте, дальше только начинать получать максимально искреннее удовольствие. Сейчас я видел местами, что идет работа, а когда ты начинаешь полностью полагаться на свое внутреннее состояние, и эффект будет более сильным. Счастливая спортсменка, счастливый тренер. На данный момент у них второй результат по короткой программе. По технике они оказались впереди, а по компонентам уступили Софье Муравьевой примерно балл. Фролова, Санкт-Петербург. Трогательную и проникновенную короткую программу на Гран-при в Казани представляет Анна Фролова. Ее мягкий, прочувствованный стиль катания позволяет в программе «Любовь, похожая на сон» рассказать целую историю, а не просто отпрыгать предписанные элементы. Ученица Евгения Рукавицына была второй на Гран-при в Магнитогорске, но слезы уже забыла. Как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любит в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От заботы мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна пускай не кончится она. Любовь, похожая
счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Какие эмоциональные качели переживаем мы здесь, на этом катке. И вся публика только что танцевала, а сейчас замерла, восхищаясь катанием Анны Фроловой, которой мы аплодируем, безусловно. Настолько это было проникновенно и чувственно. Да, действительно, эта программа была похожа на сон, и я не хочу просыпаться, не хочу, чтобы никогда не будил меня этот будильник, который в любом случае звонит. Но, кстати, сейчас хочу пояснить, почему такие эмоции у Ани на лице. Во-первых, Наталья Фролова здесь, ее мама. Любимая мамочка здесь, на трибуне. Не знаю, смотрит в реальности или нет, но я знаю, что она в Казани. Видел сегодня утром. Почему такой нерв был и почему на многих элементах ее немножко пошатывало? Особенно самая здесь стартовая позиция, когда только музыка началась, она не могла до конца остановиться. Абсолютно новые коньки. Женя Рукавицын мне сегодня поведал эту историю о том, что поменяли коньки, и, как вы понимаете, прыжки еще неудобно, но выполняются. А вот эта тонкая работа коньком, она, конечно, не до конца еще комфортна. Да, и надо сказать, что Аня Фролова нас уже приучила к своим чистым, стабильным прокатам, и для нас уже привычно видеть вот такие выступления, но на 6-минутной разминке были сложности с исполнением прыжков, поэтому вот сегодня особенно радостно видеть это чистое катание, и мне кажется, что с каждым элементом, который Аня выполняла, она все больше сама вот на этих эмоциях летела, бежала дальше катать свою программу, и сегодня прозвучала эта программа до глубины души. Как говорит Миша Коляда, разминки ничего не значат, так же, как и утренние тренировки. А еще есть небольшой секрет у Ани Фроловой. Возможно, она так вот концентрируется, собирается, заставляет себя. Она делает вид, условно, плюс-минус, что у нее что-то не так с прыжками. Особенно вот этот тройной флип. Я уже наблюдаю не один сезон. А потом это один из лучших элементов в программе. Браво! Программа набирает 72 целых. И это уже третий результат, который начинается с 72 баллов и отличается от остальных участниц только десятыми и сотыми. По компонентам она на втором месте, по элементам на третьем. Дина Хуснутдинова. Дину Хуснутдинову называют новым секретным оружием Этери Тутберидзе. Чемпионка Республики Татарстан исполняет тройной аксель даже в короткой программе. С ним она выиграла бронзу в Магнитогорске. Это красиво, мощно, но в то же время легко. Чистый тройной аксель.
будто кралась она всю эту программу так вот тихонечко, мягко, как будто это даже не лед, а как будто это какая-то водная гладь. И она так потихоньку двигалась вперед чрезвычайно мягко, в каждом своем элементе, в каждом своем движении. Это что-то уникальное. Ну, Сара Брайтман, anytime, в любое время, anywhere, где угодно. Это вот, наверное, про козырь ее, про тройную аксель, который безупречно был сегодня выполнен. Но я бы, конечно, мы все восторгаемся этой сложностью, но какая сложность во вращениях? Понятно, телосложение дает тебе возможность такие прям, ну, очень сложные принимать позиции, но, ой, отдать должное, это же надо не только хотеть, но еще и выполнить. Вот он. Да, давайте, конечно же, Чисто. полюбуемся еще раз этим чистейшим тройным акселем. Она его и на разминке множество раз исполнила, и здесь вообще никаких вопросов он не вызвал. Очень стабильный этот прыжок у нее явно. При том, что это вот за сегодня единственное чистое исполнение, в принципе, вторая попытка и единственное чистое исполнение этого прыжка. Но, правда, в этой программе есть много вещей, о которых хочется говорить, помимо этого сложнейшего тройного акселя, потому что вращение, да, Ну, это захватывает. прям вау. Сейчас, да, очень многие делают подпрыжку во вращении, в либеле, но Дина ее сделала, находясь в кольце. Это вообще в первый раз такое вижу. И насколько красивое положение в заклоне было. Оно вроде бы стандартное, все делают эту позицию, но как красиво ее сделала Дина. Очень надеюсь, что покажут повтор этого вращения. Единственная сложность небольшая была на каскаде. Тройной луц, тройной тулуп. После тройного луца не очень уверенный был выезд, и прям хотелось кричать: держись, держись, давай, давай. И в итоге она это сделала, тройной тулуп туда прицепила, и тулуп сделал очень хорошим, но на луце все-таки недокрут. Не хватило Немножко. чуть, да, высоты, и тем самым, как результат этой нехватки, небольшой недокрутит. Ну, сегодня порадовала она зрителей, которые ее так сильно поддерживают в Казани. Ну, на мой взгляд, конечно, сейчас одни из лидирующих баллов будут. Ну вот. Одинаковый результат у Дины Хуснутдиновой с Софьей Муравьевой. 72 балла и 60 сотых. И первая она, потому что по технике она набрала больше баллов, чем ее соперница. Техника является определяющим сегментом в этих оценках, когда баллы одинаковые. По компонентам Дина Хуснутдинова уступает своей конкурентке Софье Муравьевой 3 с копейками балла. В итоге Дина Хуснутдинова первая, Софья Муравьева вторая, Дарья Сладкова третья и Анна Фролова четвертая. Это все 72 балла, минимальный отрыв. И все решится в произвольной. А в Киссинг-Край вас с актуальным интервью ждут олимпийские звезды Евгения Медведева и Максим Троньков. Это традиционная беседа с лидером соревнований. Привет всем любителям фигурного катания. Мы находимся в Казани, где проходит третий этап Гран-при России IDEL 2025. Только что завершились короткие программы наших прекрасных женщин. И победила в ней Дина Хуснутдинова у себя дома в Казани. Лидирует после короткой программы. Дина, ну расскажи нам по горячим следам, прежде всего, как тебе сегодня было в такой атмосфере кататься в домашней? Было очень классно. Я слышала поддержку от зрителей, от друзей, знакомых. И, с одной стороны, было очень тревожно достаточно, потому что выходила на родной публике, чтобы никого не расстраивать, самой не расстроиться. Пыталась себя как-то настроить и на чистый прокат. Вроде получилось. А вот расскажи нам всем, наверное, интересно, и зрителям, и ребятам, которые вот тебя сейчас вот прям вот в данный момент поддерживают с трибуны, зовут на автографы. Тройной аксель у себя дома в свой первый взрослый сезон обошла таких опытных соперниц. Как вообще вот это вот ощущение, когда ты вот только-только врываешься, а уже все получается? Мне кажется, как-то легче, что ли, в первый сезон выходить, потому что так таковое тебя не ждут супер результатов, все такое. Я особо не думаю об этом, кого я обхожу, не обхожу, просто стараюсь как-то настроиться на чистые катания и показать свой максимум. Ну, ты сегодня единственная исполнила чисто ультра-си, аксель в 3,5 оборота. Расскажи, это твой любимый элемент, и как много ты над ним работаешь? Да, это один из любимых моих прыжков. Достаточно
много работаю над ним на тренировке, чтобы добиться чистоты исполнения и стабильности, конечно же. Вот. Но не могу не спросить про твое уникальное вращение. Дина Спин. Как долго над ним работала? Вообще, как пришла идея? Что это за положение? Сложно ли тебе вообще дается? Потому что выглядит, конечно, очень эффектно. Вообще дается мне несложно. Я хотела найти что-то особенное, что еще никто не делал. Решила после Бильмана опустить ногу вперед, получается. И вот так и родилась эта позиция. Вот. Ну, ты лидер после короткой программы. Это некое давление для тебя? Или ты, наоборот, воодушевлена завтра на шикарный прокат произвольной программы? Я пока еще не осознаю этого. Надо все будет обдумать после проката. Вот. А так, конечно же, буду стараться показать свой максимум, как на тренировках. Ты у себя дома? Какие у тебя вообще планы? Ну, помимо, конечно же, прекрасных чистых прокатов сегодня и завтра, может быть, ты хочешь кого-то навестить из родных? Кто тебя сегодня поддерживает с трибун? Расскажи немного. Вот здесь девочки из группы, где я раньше каталась, маленькие девочки, они пришли также поддержать меня. Тут очень много моих друзей, которые катаются именно в этом дворце спорта. Мы с ними со всеми очень хорошо общаемся. И я просто была рада со всеми увидеться. С кем-то еще, возможно, увижусь. А так всегда рада приезжать в Казань, чтобы увидеться с родными и близкими. Не могу не спросить тебя про кухню Татарстана. Соскучился ли ты по ней в Москве? И, может быть, есть в планах сегодня поужинать ичпачмаком, чак-чаком? Вообще, порекомендуй нам, что нам отведать в Республике Татарстан, в красавице Казани. Тоже хотим, а то мы на вас посмотрели и прям захотелось кушать. Так работаете усердно. Я, наверное, порекомендовала бы попробовать чак-чак, ичпачмаки и толкыш келеве. Это тоже национальный татарский десерт. Он делается из таких вытянутых сахарных паутинок. И, наверное, еще его порекомендовала попробовать. А ты по-татарски разговариваешь, да? Да, с родителями по-татарски разговариваю. И, когда с родными, там, смешано, но в основном по-татарски. А передай всем привет на татарском. Я думаю, всем будет очень приятно, зрителям нашим местным. И пригласи обязательно завтра на произвольную программу «За тебя поболеть» на татарском языке. Я думаю, вся Казань придет. Хорошо. Борығызға зур сәлем. Сізні ертеге күтіп қалабыз бұл сарайында. Спасибо большое тебе, Дина. Ты была сегодня шикарна. Надеюсь, и в произвольной программе у тебя тоже все получится. Мы отпускаем тебя давать автографы твоим болельщикам. Тут целый фан-сектор у Дины собрался. Ну, а мы еще поболтаем обязательно о фигурном катании, о женском одиночном катании с Михаилом Калидой, который совсем скоро к нам присоединится и расскажет о своих впечатлениях, о том, что ему понравилось, что не понравилось. И, может быть, даст свой какой-то оценку свою какую-то даст сегодняшним соревнованиям. Миш, привет. Рады тебя привет. видеть. Привет всем, привет, друзья. Посмотрел с самого начала до самого конца девочек. Ох, честно скажу, вот с каждой последующей участницей сердце билось все чаще и чаще, потому что, такой накал страстей. И в Казани очень сильно любят фигурное катание и прям поддерживают так здорово. Борьба. Будет завтра просто борьба. 4 девочки в одном бале после короткой программы. Это вообще как? Можешь это объяснить? Причем контент, набор прыжковый абсолютно разный. Были и тройные аксели, и у кого-то каскад во второй половине, у кого-то каскад в первой половине, но все равно эти 72 балла не отпускают нашу первую четверку. Это мне очень напоминает те самые времена, когда ты, Женя, каталась, когда были другие участницы. Все катались примерно одинаково, и у всех были минимальные разрывы. И от этого становилось настолько интересно смотреть произвольную программу, что вот полный стадион Мегаспорт собирался, и все с нетерпением ждали этого момента. Извините, что влажу в ваше одиночное катание, но мне вот, например, интересно пока поговорить о тех, кто вне этой великолепной четверки. Расскажите, кто произвел впечатление из тех девчонок, кто находится и в сильнейшей разминке 5-ми, 6-ми финишировали, и, может быть, кто-то еще из разминки 1-й, потому что все равно нужно прийти, поддержать всех, и там тоже будут интересные прокаты. В этом году мне очень понравилась Камила Нелюбова. Она очень сильно прибавила в прыжках. Тройной аксель мы наконец-таки увидели. Да, там, может быть, с небольшим недокрутиком, но все-таки был. И также хочу отметить Марию Захарову.
Совсем недавно она выступала в Магнитогорске. И вот после проката она вышла, и было вот прям видно, всем видом своим показывала, что она чем-то недовольна. Хотя разница всего лишь в 1 балл. В Магнитогорске она набрала 66, а здесь 65. Я, наверное, даже осмелюсь назвать Машу Захарову открытием этого сезона в произвольной программе «Заявка на 2 четверных». Сегодня в короткой программе, да, с тройными, но тем не менее очень уверенно, очень харизматично, стабильные прыжки, очень пролетные, красивые. Я прям впечатлена. Да, аксель какой шикарный. На полкатка с Да, таким запасом. действительно. Ну, украшение любых соревнований, и особенно как их мы с мамой вместе показывают, две прекрасные просто красотки стоят, и действительно наблюдать за этим здорово. Кто-то еще? Я знаю, что вы делали записи, подсмотрите. Да, Софья Муравьева. У нас с Мишей здесь есть заметочки. Софья Муравьева, которая просто невероятно сегодня чистейшим образом показала свою Кармен, легендарную уже. И, конечно же, я хочу отметить Любу Рубцову, которая сделала каскад, тройной лутс, тройной рейбригер. Сегодня он был один-единственный в ее исполнении. Да, но дальше не задалось, только двойной флип, наверное, поэтому Люба все-таки будет в первой разминке кататься. Ну, давайте про нашу четверку. Как ты думаешь, почему Анна Фролова с таким чистым прокатом не стала лидером соревнований? Это очень такой сложный вопрос, я бы сказал, даже философский. Лично, как по мне, Анна катает вот каждый раз до мурашек. Вот она катает, и ты веришь, потому что она вот всю себя отдает этому образу. Плюс сложнейший технический контент она выполняет. Сегодня мне показалось на 6-минутной разминке, что она была немного не в ногах, но когда она вышла, это волнение сразу как бы ветер сдул, и она пошла делать то, что она хорошо умеет делать. Мне очень понравилась еще сегодня Даша Садкова с очень легким, задорным катанием. Чистенько вышла, все откатала. Вот она уже стоит, фотографируется со своими фанатами на трибуне, совсем рядышком с нами, в отличном настроении. И музыка. Как же мне понравилась музыка. Это было действительно очень весело, интересно смотреть. И ее прокат выглядел очень легким. Но за исключением Дины Хуснутдиновой, которая прыгала тройной аксель, контент, в принципе, у всех одинаковый. Все здорово его откатали, я говорю о группе лидеров. Как вы думаете, как сложно было судьям расставлять вот в одном балле девчонок и делить их на какие-то соты, и чтобы устроить завтра такой невероятный накал страстей? Честно говоря, я судьям не завидую. Еще хотел пару слов сказать про Дарью Садкову. Я вот себе записал. Энергично, красиво, легко. Вот сегодня программа действительно сияла, и весь зал это прочувствовал и поддерживал ее. Это было замечательно. Слушай, а как ты думаешь, вот завтра нам обещают прямо россыпь четверных элементов. Вот, может быть, сможешь сделать какой-то прогноз свой личный? Я, честно, очень сильно боюсь делать ставки, чтобы не сглазить это раз, и чтобы просто вот дать и зрителям, и судьям всем насладиться в полной мере то, что будет происходить завтра. Ну, В общем, прости, Жень, конечно, слово тебе. Есть ощущение такое, что сегодняшняя короткая программа — это, ну, такая жеребьевка для произвольной? У меня точно такое ощущение есть, но я думаю, что завтра у нас Дарья Садкова, которая прыгает 2 четверных тулупа в произвольной программе. Мария Захарова тоже заявила 2 четверных тулупа и шикарно уже однажды выполнила на первом своем этапе. Четверной тулуп уже показала в произвольной программе. Дина Хуснутдинова с 2 тройными акселями. И как вы думаете, не потеряется ли на их фоне Анна Фролова с шикарным катанием, но только с набором из тройных прыжков, и Соня Муравьева? Я думаю, что как раз-таки в этом и заключается интерес к женским произвольным программам, потому что одни делают сложный технический контент, а другие берут душой. И вот ты смотришь, и вот прям плакать хочется. Аня Фролова точно не потеряется, это 100%. Она всегда брала харизмой и уверена, что мы увидим от нее точно так же чистый прокат, как и всегда. По крайней мере, надеемся на это. Но вслед за женщинами на лед выйдут мужчины, наше мужское одиночное катание, родная дисциплина Михаила Калиды. Давайте немного поговорим об этом. Миш, какие у тебя ставки? Ты уже, я точно знаю, подготовился к комментированию и знаешь, кто на этом этапе будет кататься и кому ты отдаешь свое предпочтение. То есть там и Лутфуллин, и Игнатов, Дикиджи.
Ветлугин? Я Кто? могу сказать так. Я люблю всех и каждого, но все-таки мое сердце пока что принадлежит Владу Дикиджи, потому что мы с ним работаем, потому что я просто за него очень сильно переживаю и желаю ему успехов и гладкого льда. Ну а мы ждем просто невероятно интересные короткие программы, да, Максим? Ну что ж, на этой ноте мы вынуждены с вами расставаться. Совсем скоро на лед выйдут наши мужчины. Буквально через несколько секунд они уже появятся на льду. Ну а мы с вами увидимся уже после мужчин в этой студии вместе с Евгенией Медведевой. Поговорим обязательно и с победителем у мужчин в короткой программе. И, конечно, потом с одним из экспертов. Это будет сюрприз в нашей студии. Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях, ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе Госвио. Технологии возможностей. Создает невозможное. Эмоции остаются в памяти. Совершенство наполняет гордостью страну, над которой никогда не заходит солнце. Тербанк. Спонсор фигурного катания. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спорта. Ростикс. Настроение есть. Привет, я Женя Медведева. Фигурное катание научило меня двигаться вперед и не сдаваться. Именно так достигаются настоящие победы. Теперь ты можешь стать частью большого спорта. Вступай в команду вместе с Фондером. Главная премьера осени. Юбилейное шоу Татьяны Навки. 14 и 15 ноября. Войска юбилейный. Олимпийские чемпионы и звезды мирового фигурного катания. Татьяна Навка, Петр Чернышов, Роман Костомаров, Камила Валиева, Алексей Ебудин, Алина Забитова. Больше, чем шоу. Мы вас снова удивим. Билеты на сайте navka.show. В мужском одиночном катании на казанском этапе Гран-при России наши взгляды прикованы к действующему чемпиону страны Владиславу Дикиджи. Ученик Олега Татаурова даже в короткой программе выводит техническое преимущество на самый высокий уровень. Каскад с четверным луцем и четверной флип – самые дорогие элементы из возможных в мужской короткой программе. Его ближайшим преследователем на чемпионате России был Глеб Лутфулин, но уступил. Встретятся они и здесь. Глеб родился в Казани, но ради карьеры фигуриста и работы с тренером Алексеем Мишиным уехал с бабушкой в Санкт-Петербург. Однако он всегда возвращается в родной город с теплыми чувствами. Его выступления полны артистизма. Глеб чрезвычайно внимателен к деталям.
Ангелов Плющенко здесь представляет Макар Игнатов. Сегодня он впервые покажет свою короткую программу, мощную, ритмичную, насыщенную. Такой и должна быть жизнь молодого отца. Ждем мы яркого катания и от Артура Даниэляна. В этом сезоне на Гран-при в Магнитогорске он пока был лишь шестым, но это же только начало. Уважаемые дамы и господа, соревнования продолжаются, и через несколько минут на лед выйдут мужчины и исполнят короткие программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Юлия Соловьева, Томск. Судейская бригада. Судья номер 1 Евгения Полысалова, Казань. Судья номер 2 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 3 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 4 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 5 Светлана Кандыба, Москва. Судья номер 6 Оксана Калугина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Татьяна Александрова, Казань. На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Егор Баулин, Свердловская область. Илья Мавлянов, Москва. Артур Даниэлян, Санкт-Петербург. Александр Мельников, Москва. Степан Тартыгин, Оренбургская область. Разрешена 6-минутная разминка. На комментаторской позиции на Гран-при России по фигурному катанию в Казани к нам с Алексеем Ягудиным присоединился призер Олимпийских игр Михаил Коляда. Приветствую тебя. Всем привет. Заряженный, только что пообщавшийся с Евгенией и Максимом, полной информации, весь в переживаниях после женского одиночного катания и уже готовый к тому, чтобы анализировать то, что происходит с парнями. Кстати, по поводу парней, то вот среди мужчин явным лидером является, возможно, да, Владислав Дикиджи, но вот конкуренцию может легко составить и Глеб Лутфулин, и бронзовый призер прошлого этапа Александр Мельников, а есть еще и Артур Даниэлян, а есть и Матвей Ветлугин, и впервые... вернее, как впервые. Это первый такой официальный уже турнир для Макара Игнатова. Но я только надеюсь, что вот этот вайб позитивный подхватит наши мужчины после женских коротких программ и продемонстрирует всю силу мужской силы. Подхватит. Простите Невероятно правильные слова насчет вайба и настроения на стадионе. А мы смотрим первую разминку, которую будет открывать 16-летний спортсмен из Екатеринбурга Егор Баулин, победитель первенства Свердловска
Свердловской области, участник и призер всероссийских соревнований по юниорам. Учится в 10 классе, увлекается информатикой, физикой, математикой. Ну, молодец, парень успевает просто все. Тренируется он у Владимира Гнилозубова и Василия Зверкова. И Владимира вы видели на ваших экранах. А вслед за ним будет кататься Илья Мавлянов. Он тренируется в Академии Ангелы Плющенко, это Москва, и его тренер – это олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, а также призер чемпионата Европы Денис Хадыкин. Илье тоже 16 лет, тоже учится в 10 классе, и ему очень важно подготовиться к ЕГЭ, чтобы получить хорошее образование. Для своей короткой программы выбрал образ из серии фильмов «Сумерки», а ставил эту программу Никита Михайлов. Артур Даниэлян, родом из Волгограда. Видели мы уже этого спортсмена на этапах серии Гран-при. Тренируется в Санкт-Петербурге у Рукавицына, Молотова, хореограф Ольга Глинка и постановщик программ, как уже было сказано, Валентин Молотов. Короткая программа поставлена под песню «Ты моя жизнь» египетской певицы Кульсум. Он был призером чемпионата Европы в 2020 году, призером чемпионата России. И мне кажется, вот должен уже наступить момент, когда Артур Даниэлян скажет новое весомое слово в соревнованиях мужчин. Александр Мельников тоже из Волгограда. Тренируется в Москве в группе Виктории Буцаевой и Евгения Власова. Программу ему поставил Егор Мурашов, и в короткой будет такая трогательная песня. В заявке у Александра 4 четверных прыжка на этом турнире. Ну, естественно, короткая программа – это ограниченное количество прыжков. На своем первом этапе Гран-при в текущем сезоне в Красноярске он получил бронзовую медаль. На ваших экранах Евгений Власов, который пристально следит за разминкой своего 17-летнего спортсмена. И в завершении первой группы участников будет кататься из Оренбурга Степан Тартыгин. Тренируется у Елены Михайловой. В прошедшем сезоне он выступал на Гран-при Магнитогорска. Не очень высокое место занял, 11-е. Но, тем не менее, интересное катание у этого парня, который, между прочим, начинал тренироваться в детстве в группе здоровья какое-то время. Все, чтобы подтянуть свое здоровьюшко. В короткой программе прозвучит кавер-версия на песню «Не могу оторвать глаз от тебя» в исполнении канадского певца Гару, который прославился в свое время исполнением «Нотр-Дам-де-Пари». В общем, все знакомые мелодии, все знакомые голоса. И вот она, разминка на ваших экранах. Ну, знакомые лица, знакомые фамилии, порой даже до более знакомые программы, но хочется вновь отметить... незнакомые костюмы, я хочу сказать. Такой фейерверк у нас сегодня весь день будет у мужчин. Ой, ну по поводу, да, костюмов, это уже отдельная страница в этой истории, и она перевернется буквально совсем скоро, когда начнется вторая 6-минутная разминка. Но хочется отметить именно многообразие. И как здорово, что фигурное катание, я понимаю, мы дискутировали на эту тему с Мишей Калидой, что вот новые правила, на мой взгляд, они обрезают как бы вот эту паутину, остается лишь сердцевина. И все плюс-минус делают все как по шаблону, потому что приносит наивысший уровень. Ну вот Миша, да, немножко другого мнения, как раз когда сужаются рамки, конечно, то ты хочешь, наоборот, эту паутину создать. И хочешь, и нужно тебе придумывать что-то интересное, что-то новое, в том числе как раз и костюмы. Пусть и программы там какие-то старые, музыки уже всем до более знакомые, но вот все равно и хореография, и костюм, и какие-то вот все равно фишечки, находки, они должны присутствовать. Это, знаешь, это как в слове, да, есть корень, а вот суффиксы, окончания приставки, это как бы порой они не влияют на суть этого слова. Также здесь ты же понимаешь, что костюм одного или иного цвета, он глобально не влияет на результат спортсмена. Но, как вот в русском, да, вот слово есть, но оно вот добавляет. Интересным штришком становится.
Какая команда? Короткая программа «На лед» приглашается Егор Баулин, Свердловская область. Лучший на первенстве Свердловской области Егор Баулин на льду. Звук тишины. Философия, меланхолия, безнадежность. Такая тема для короткой программы у ученика Владимира Гнилозубова. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping, I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. And echoed in the wells of silence. And the people bowing to the neon god they made. And the sign flashed out his warning, and the words that it was forming. And the sign said the words on the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Ну вот таким тщательным, внимательным катанием открывает эти соревнования Егор Баулин. С каким вниманием он подошел Егор к каждому Баулин. элементу. Как мы говорим в нашей группе, получил грамоту Михаила Коляды за все 4 уровня всех своих вращений. Да. Да. Молодчина. Вот так нужно подходить к делу. Отличный старт и прекрасный дебют для молодого Егора. Видно, конечно, что ему всего лишь 16, и вот такие движения немного сдержанные. То есть не хватало такой подачи как бы на разрыв, потому что все-таки музыка такая, она идет по нарастающей с самого начала до самого конца. Давай сейчас посмотрим двойной аксель. Нетрадиционный тройной, но у каждого свой абсолютно уровень. Вот для своего уровня Всё на данный хорошо, момент да. все хорошо, правда. Затем тройной луц в каскаде с тройным тулупом. Здесь небольшой недокрутик на тройном тулупе. Но видно, что прыжки, они есть, но нет свободы в ощущениях, когда выполняется тот или иной элемент. Все-таки ему 16. Это сказывается и в дорожках, и в вращениях, и в том числе в прыжках. Но прыжки есть. И вот тройной флип чистый. Такое давление на человека открывать такие ответственные соревнования, где еще вдобавок такая феерия только что была на стадионе, все с ума сходили. Ну, отдать должное, да, действительно справился Молодец. с волнением, и сложно стартовать первым, открывать тот или иной турнир. Ну и вновь возвращаясь к программе, действительно все 4-го уровня, единственная дорожка шагов.
второго, но это, говорю, есть определенный уровень умения скользить, прыгать, вращаться у Егора в данный момент. Ну, а дальше он с этим уровнем справился, прошел, как в какой-то компьютерной игре. И боевое крещение прошел все-таки. А самое главное давление, знаете, какое на Егора? У него родная сестра Вера, 7-летняя, вместе с мамой приехали и сидят вот здесь на трибунах. И как красиво он перед ними сейчас катался. Согласен. 63,5 балла он получает за свою короткую программу. И это наш стартовый результат сегодня. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Илья Мавлянов. Ученик олимпийской чемпионки Юлии Липницкой на льду. Илья Мавлянов выбрал для своей короткой программы тему из кинофильма «Сумерки». Похождение волка в постановке Никиты Михайлова. Подвывайте. Илья Мавлянов. Видели бы вы, как он сегодня на тренировке, он не просто падал, он разбивался в хлам. Было страшно смотреть, мы закрывали глаза. Вот утром были сумерки. Вот, да, абсолютно. А сейчас расцвет. Да, что такое, знаете, когда вот из полной темноты, но все-таки где-то пробивается вот это первый лучик солнца, и сейчас при всем том зверином, каком-то таком мистическом, что происходило здесь, все равно то, что нужно было делать, правда. Но сегодня прямо не прибавить, не убавить, разбивался на тройном акселе, но вот сейчас посмотрите, какой красоты. Тихо, спокойно, как будто и не было этих средств. Но Миша правильно же говорит, что тренировки не идут
Да, И в зачет в том числе. Да, совершенно верно. Тренировки ничего не значат, потому что самое главное, то, что спортсмены делают, это вот у себя дома. Они тренируются там изо дня в день, из года в год, а потом приезжают на старты и показывают то, что они умеют. Вот сегодня как раз Илья Мавлянов приехал, показал то, что умеет. Катание очень достойное, и действительно я поймал себя на такой мысли, что будто мы наблюдаем такую как бы картину североамериканскую с какими-то такими магическими шаманскими, да, танцами. Очень классное, напористое катание. И тройной луц. То есть это не какие-то вот эти вот девчачьи лирические сумерки. Это было мощно, это было красиво. Со стороны оборотня. Да, но вот единственное, судьи замечают неправильное ребро на каскаде тройной луц, тройной тулуп и снижают оценку. Конечно, непрыжковые элементы тоже стоит подтянуть, но, в общем-то, прокат был такой достойный. Хотя на предыдущих соревнованиях, на чемпионате Москвы за короткую набрал 73-83. Я думаю, сейчас будет, конечно, поменьше. Вместе с еще одним своим тренером, призером чемпионата Европы Денисом Хадыкиным, они ждут результатов. И сегодня судьи вообще так быстренько работали обычно, но вот иногда что-то они там разглядывают такое, что не дает возможности быстро оценить и немножко задерживает выступление следующего фигуриста, который, конечно же, волнуется и иногда сбивается с панталыку. Надеемся, что на Артура Даниэляна огромное это количество не историй повлияет. было, когда на достаточно крупных турнирах, и в том числе и Олимпийские игры, когда что-то шло не так, это полностью выбивало будущего претендента на медали. Тоже история с Виктором Петренко. Но, тем не менее, хорошо работает судейская бригада, и турнир организован хорошо, все вовремя и быстро. 69-58, чуть меньше его прошлого результата, но на данный момент он впереди. Для исполнения короткой программы на лед Чрезвычайно яркий и артистичный фигурист Артур Даниэлян, призер чемпионата Европы 2020 года. Это был, безусловно, лучший сезон в карьере ученика Евгения Рукавицына. В этом сезоне подняться выше 6-го места в короткой на этапе в Магнитогорске ему помешал четверной Сальхов, а должен был помогать. Его программа сегодня — восточная тема «Энто омри, ты моя жизнь».
ну прелестно, сколько радости и удовольствия у самого Артура на лице от этого проката. Все намного лучше, чем в Магнитогорске. И самое главное, начиная с этого четверного прыжка, который позволил поднять настроение всем до пределов. Визжит публика. Публика визжит 100%, но я увидел в глазах Артура в самом начале программы, как раз после выполнения этого четверного прыжка, какое-то легкое недовольство. Но он с ним сегодня справился. Он молодец. Ну, недовольство, оно очевидно, потому что ты не можешь уже идти в положительную сторону с этим прыжком от базы этого элемента, потому что скомкан был выезд и такая строчка дополнительная, что не дает судьям возможность ставить положительные баллы. Ну, Евгений Рукавицын, конечно, поздравляет своего ученика. Конечно, намного лучше было сейчас все это исполнено. Вы знаете, когда спортсмен начинает вот так прямо перед тобой, буквально в метре от твоей комментаторской позиции, и ты понимаешь, да, в эту секунду, что тебе так же страшно, как и спортсмену. Вот он, четверной сальхов и не очень удачный выезд с него. Да, действительно, начало программы такое, прям дух захватывает. И потом со своими прыжковыми элементами Артур справился прекрасно. Тройной уз, тройной тулуп, никаких недокрутов, все чисто, здорово. И тройной аксель во второй части программы. Ну вот в Магнитогорске у него 3-й уровни были по вращению, а здесь все 4-е поставили. Опять же отправляется грамота Артуру. Это хорошая прибавка в баллах обычно, что это же все учитывается очень серьезно, а еще если и надбавочка, то... Да, вот все-таки 2 недели, это кажется немного, но для спортсменов это целая жизнь. И за 2 недели можно реально прибавить в таких элементах, как вращение. Ну вот сейчас давайте посмотрим, оставит ли оператор вот эту фразу, которой нет. Ну и хорошо, что ее не прозвучало, потому что вот это немножко небольшое недовольство после четверного салька, она продолжилась, но было очевидно за что. 85,73 балла. На 16 баллов больше, чем у предыдущих участников, выступавших перед вами, у Артура Даниэляна. И он впереди с хорошими баллами. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Александр Мельников, Москва. С бронзовой медалью завершил соревнование Гран-при в Красноярске Александр Мельников. Очень он любит сериалы, откуда черпает темы для своих программ. Его тренирует великолепная фигуристка, красавица и очень грамотный руководитель тренерской группы Виктория Буцаева вместе с Евгением Власовым и Галиной Ищенко. Ставил программу Егор Мурашов. Is you is or is you ain't my baby. Вот они, комедийные сериалы. Ну и костюмчик сидит. Спасибо маме. Always late. Anytime we have a date, but I love her. I'm gonna ask her. Is you is or is you ain't my baby. Way you acting lately, it makes me down. Is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's gone out.
знаю, что это там за земля такая в Волгограде, где родились и Артур Даниилян, и Александр Мельников. Но вот как будто бы рождает она таких ярких эмоциональных фигуристов, которые даже катаются примерно в похожем эмоциональном таком артистичном стиле. Но сегодня вот Артур был на высоте со своими элементами. Александру, конечно, не хватило элементов, это уж точно. Очень, очень жаль, что именно вот эта программа прозвучала именно вот со срывом сейчас, потому что если бы все было на своих местах, то какой-то дополнительный бонус бы эта программа получила короткая, потому что, ну, он энергичен. И вы знаете, одно дело, когда ты катаешь просто быстро под ритмические мелодии, но у тебя глаз не горит, а здесь он прям такой живчик, который вот прям не хотел останавливаться, что бы ни происходило. Программа действительно очень классная, и буквально неделю назад в Красноярске Александр нам ее показывал, но сейчас на ваших экранах четверной луц. Как он вытащил! Это было настолько это просто прям вот повезло. Настолько тяжело, но все-таки корпус был спереди, поэтому он и настолько смог выехать. А вот здесь... Настолько же не повезло. Да, в тройном акселе он пошел абсолютно не в ту сторону. То есть аксель нужно прыгать, ну, если так условно можно сказать, влево, а он пошел вправо. И, соответственно, такой прыжок уже вообще никак не спасти. Ну, а здесь опять проявил бойцовский качество. Понимал, что нужен каскад, хотя бы двойной. И Руханев отдыхает. Да, вот, ты слышал? Ты слышал, что сказал? Уважаемый зритель, он сказал, Ханю отдыхает. Мы зачастую видели, как Ханю вытаскивал буквально в сантиметр, когда нос его, когда он корпус склонял вперед ко льду, прям нос вот, в миллиметрах. И вот сейчас вырвал. Да, вырвал спасение. Ну, самое главное, наверное, как раз ирония в этой ситуации и нужна спортсмену, чтобы сохранять позитивный настрой на дальнейшие свершения. Ну, обратите внимание, друзья, на количество еще красненьких пунктов напротив вращения, да, тоже какую-то позицию не засчитали. Да, в комбинированном не засчитали одну позицию. Что печально. Ну, а по остальному стандартно, что мы, собственно, и говорили, это недокрут на четверном луце, но он спас это падение с тройного акселя, все это в красной зоне, естественно, и балл за падение дополнительно, к сожалению, в другую сторону, не в положительную, добавляется, и недокрут также на четверном тулупе, двойном тулупе, но здесь просто, опять же, спасал из ниоткуда. Все-таки прицепил двойной тулуп, чтобы элемент полностью не прошелся бы как несостоявшийся каскад. Нет ни одного каскада, соответственно, по нулям. Да, боролся сегодня. Хорошо все было. Вот именно с точки зрения бойцовских качеств Александр, конечно, красавчик. 50 или 80? 80. Ну да, и настроение в Кисенкрае свидетельствует о том, что с бойцовским качеством в этом коллективе все нормально. Как-то с психологической подготовкой ничто их не берет. Молодцы. И у него третий результат в короткой программе. Серьезное отставание от Артура Данииляна. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Степан Скользящий Степан Тартыгин из Оренбурга. В этом городе продолжают славное дело Николая Гейтса, основоположника оренбургского фигурного катания. В честь его и названа школа, которую здесь представляет Степан. «Не могу отвести от тебя глаз», поет Шон Мендес. Степан катается. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You're just like heaven in touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. I just thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, for the lonely nights, my pretty baby. Just know that it's true. You
eyes off of you. You're just like heaven and touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I just thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Такой интересный, самобытный, необычный во всем. Ни на кого не похожий. Абсолютно. Такой раскованный, несмотря на все эти приключения, которые с ним случились в этой программе. Какой-то, ну, как будто вот у него свое даже строение тела и своя логика движений. Ну, кстати, очень много фишечек, которые... Он добавил. Да, но ты Мы и вот говорил об наблюдаем этом. несколько сезонов за Степаном, и в этом году он раскрывается хорошо. Поработали над подачей, прям видно. Ну, вот это одна из моих любимых песен, и такая обработка очень интересная. Ну, а давайте к прыжкам, потому что, ну, вот в этот момент я подумал, а застрахован ли этот спортсмен. Но здесь бригада медицинской помощи на всякий случай рядом. Ну, страшно было, Он вылетел правда, прям страшно. под таким большим наклоном уже, хотя во вот втором этот, прыжке смотрите, он чуть стал ровнее и выехал. И сделал сальхов тулуп 4-3. Да, конечно, с касанием рукой, с недокрутом круто. на тройном тулупе. Но, тем не менее, каскад 4-3 Ну, вы знаете, сделал. уважаемые, простите, что перевел, уважаемые друзья, зрители наши, многоуважаемые, сегодня на тренировке была абсолютно другая история. Сальхов не шел от слова совсем, а тулуп был хорош. Здесь же соревнования могут порой поменять все с ног на голову. И быть, ты можешь либо прям взлететь, либо вот так, к сожалению. Вот как раз это доказывает твои слова, Алексей, что Твои утренняя слова. тренировка ничего Это не твои значит. слова. Хорошо, это мои слова. Да, это твои слова. Я пытаюсь как-то отталкиваться от той информации, которую мы с тобой же и Всем получаем. Ой, ну, правда, самобытный спортсмен. Очень интересно. Но под эту песню все-таки хочется, чтобы прям что-то неслось без тормозов. Что ли Чтобы еще вот прям будет? водопад такой ниагарский, этот шум, гам. И Степан прибавляет хорошо. И очень надеемся и желаем ему успехов в его дальнейшей спортивной карьере, чтобы и дальше все складывалось. И с прыжками, и с хореографией, презентацией, и скольжением и так далее. О, какой интересный Только булок батон. не ешь, Степан. Давай, не надо, не надо. Хотя бы вот дождись окончания сезона, завершения. Голоден он показывает этим движением, но голоден до побед. Мы ему и желаем. И вновь напоминаем, что география вообще фигурного катания по нашей стране, конечно, расширяется. Столько маленьких уголков, которые также теперь вовлечены в мир фигурного катания. Это не может не радовать. И, конечно, все благодаря в том числе и многочисленным трансляциям на Первом канале. Это дает возможность людям увидеть, может, для тех, кто вообще не знал о существовании каких-то перипетий в мире фигурного катания, завлекает и заставляет многих родителей привести, в хорошем смысле этого слова, свое чудо, свое дитя на лед. За короткую программу набирает 53,40 балла. На данный момент участник... 53 балла — это на данный момент последний результат. Последнюю строчку занимает Степан Тартыгин после катания 5 человек. Участники второй разминки. На разминке находятся Андрей Мухаров, Москва. Аркадий Маринин, Москва. Матвей Ветлугин, Санкт-Петербург. Владислав Якиджи, Санкт-Петербург. Макар Игнатов, Московская область. Глеб Лутфулин, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка.
И после таких разнообразных выступлений, которые ждали нас в первой группе участников, таких необычных, таких где-то и мощных, и где-то с провалами, но в любом случае будоражащих наше сознание, у нас следующая группа участников, которая, я думаю, вообще взорвет наш мозг. Это ребята, которые могут устроить настоящую битву на этом льду в Казани на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Да, то ли еще будет. Вы знаете, это как такое предисловие было, фундамент для вот того, что сейчас будет происходить здесь. Каждого из спортсменов, кто сейчас находится на льду, мы, в принципе, и знаем, и обожаем в том числе, и, конечно, следим. А первым катается Андрей Мухортов, с 3 лет на льду парень. Ему, то есть, получается, если ему сейчас 21, то он 18 лет на льду. Это уже практически совершеннолетие. На чемпионате Москвы текущего сезона 9-м был победитель, призер всероссийских соревнований, участник Гран-при России. Он тренируется у Алексея Василевского, но и сам работает тренером, говорит, что может обучить выполнению элементов различной сложности, работает и с детьми, и с взрослыми. В общем, времени зря не теряет, живет фигурным катанием 24/7. И на ваших экранах следующий участник Артемий Маринин. Это сын олимпийского чемпиона. Спортсмена, олимпийского чемпиона в парном катании Максима Маринина. Тренируется в Москве группа Светланы Соколовской, Станислава Захарова и Виталия Бутикова. 17 лет ему. Все ахают, когда видят, как он вырос. За последнюю, ну, чисто физически даже для начала. Да? Но и если бы не фамилия Маринин, я бы сказал, что родители, скорее всего, занимаются баскетболом или волейболом. Да. Очень рослый. А занимаются родители, соответственно, отец фигурным катанием, мама балетом и сестра младшая Ульяна, 13 лет, и сестра Артемия пошла по стопам мамы. Ну да, там была сначала художественная гимнастика, потом в большей степени балет. Да. Матвей Ветлугин родился в Москве, выступает за Санкт-Петербург и представляет группу Рукавицына, Молотова и Глинки. В предыдущем сезоне отметился бронзой на Гран-при в Казани, поэтому этот лед имеет для него значение. Ну а то, что было в Красноярске на этапе Гран-при текущего сезона, это, конечно же, огромное расстройство. Ну что такое 8-е место для такого спортсмена, который так много умеет, и прям не хватило ему этих технических баллов при таком интересном, творческом, ярком катании. Владислав Дикиджи здесь самый титулованный, получается, спортсмен в этой разминке, потому что победил не только на 2 этапах в рамках Гран-при, но и впервые стал чемпионом России. Первым из российских фигуристов чисто исполнил четверной аксель, причем дважды на прыжковом чемпионате страны, потом на открытом льду озера Байкал. Тренируется он у Олега Татаурова. Насыщенный этот турнир у знаменитого в прошлом фигуриста Олега Татаурова. И как раз он сейчас просит на ваших экранах. Такой мощный специалист. И ученики его, конечно же, привлекают огромное количество внимания в этом сезоне. Макар Игнатов, а это серебряный призер чемпионата России, но в 2021 году он получил эту награду. Бронзовый призер международного этапа Гран-при Ростелеком Кап 2019 года. То есть опыт у этого спортсмена зашкаливающий, катается успешно и давно. Первый российский фигурист, между прочим, который исполнил 4 четверных прыжка в одной программе. Ну и год назад принял решение перебраться из своего родного города в Москву, в Академию Плющенко, где тренируется в группе Евгения Плющенко, Артема Значкова и на ваших экранах Сергея Алексеева.
В финале Гран-при 25 года занял 5-е место. Ну и сегодня премьера его короткой программы, потому что на контрольных прокатах он не появился, не показал, что это за программа. Сегодня мы увидим ее впервые, дебют на Первом канале и в Казани. И в завершение этой группы участников будет кататься Глеб Лутфулин, спортсмен, который здесь появился на свет, в столице Татарстана. В 5-летнем возрасте стал здесь заниматься фигурным катанием. Ну и вот уехал в свое время из Казани. Причем на правом запястье Глеба всегда красуется браслет. Это важный атрибут, артефакт. Это подарок бабушке, которая в свое время продала квартиру в Казани и переехала вместе с внуком ради его карьеры в Санкт-Петербург. И вот сейчас он тренируется с этими потрясающими, выдающимися специалистами фигурного катания, во главе которых находится Алексей Николаевич Мишин, Елизавета Туктамышева слева, справа Егор Челушкин. Егор занимается ОФП в группе Мишина. А чем, вот какая направленность у Лизы конкретно? Я знаю. Сначала тренировала просто так, для удовольствия, а сейчас сказала, не могу, если я полностью не погружусь в эту профессию. Так что, наверное, психологическим состоянием. Но я вижу, как вот Алексей Николаевич коммуницирует с Лизой. Прям видно, что у них такой хороший все время идет диалог тренерский. Ну, научил кататься, значит, научит и тренировать. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Андрей На катке в Мухортов. московском районе Москва. Солнцево неординарный в прошлом спортсмен Алексей Василевский тренирует Андрея Мухортова. Да, Андрей и сам уже работает тренером, поэтому, если география позволяет, вдохновитесь его катанием и запишитесь на тренировку. «Я заколдовал тебя» в исполнении Гару в качестве музыкального настроения в короткой программе. Yeah, I put a spell on you because you're mine. You better stop the things that you do. Oh, child, 'cause I ain't lying. I put a spell on you. Because you're mine. Oh, you better stop the things you do. 'Cause I'm telling you I ain't lying. Ain't gonna take none of your fooling around. And I don't wanna hear about you pulling me down. I put a spell on you. Because you're mine. Yeah. Put a spell on you. I got 1,000 tricks in my pocket, baby, and I'm gonna make you love me. I gotta make you love me. I gotta make you love me. I'll put a spell on you. Because you're
до последней секунды не выходил Андрей из образа, и он настолько энергетически пробил нас всех, что как будто бы и не нужны были прыжки в этой программе. Но все же... Да, но все же нужны были. Да, и честно... Просто поразительно. Поразительно находиться рядом с тобой, когда действительно тебя что-то трогает до глубины души, и как ты рвался сразу вот сказать вот весь свой восторг. Как вообще на месте не усидеть. Это замечательная программа с таким вот надрывом, которой как раз не хватило Степану Тартыгину в конце первой разминки, но начало второй такое активное, такое бодрое. Но вот к сожалению, да, лучше бы не показывали. Здесь, к сожалению, он... Очень больно приземлился с четверного Сальхова. Мне показалось, он не дотолкнулся раз, и он просто поторопился на этот прыжок. Затем тройной аксель. Вот тащит просто, и тем не менее все равно добавляет правой рукой. Не забывает о второй оценке. Тройной. Да, недокрут. Флип, тройной Ридбергер. Ну и еще один. Да, но здесь был, конечно, недокрут. Ну как он классно, как он это все стильно делал, и с каким напором, с какой мощностью. Видно, что парень растянутый, опять же. Вы знаете, для меня еще также показательно, человек понимает или нет, что происходит, это когда помимо просто движения рук, которое уже на автомате происходит, ты видишь, вот как сейчас на повторе, мы видим, что он и лицом отыгрывает. Это... Задействовано вообще все тело, от макушки до пяток. Это показатель того, что он там, он понимает, да, он чувствует. И мы с вами это рассматриваем еще и в замедленном повторе, когда обычно стираются все эмоции, а здесь прямо они как в увеличительном стекле. Вот любую картинку бери из этой программы, и видно, что человек в образе. Это очень крутое катание. А тем, как он выкручивался со своего акселя, мне он напомнил, как Захаров сегодня тоже выкручивался со своего выезда. Оп, и как будто так и нужно было. Молодец. Ну вот новая судейская система позволяет как бы, да, приукрасить такой выезд. Если бы раньше вот ты сделал бы троечку, все очевидно. А здесь так ножку поднять можно или что-то ручкой делать маг, как будто уже сложный выход. Да. Как будто. Андрей Мухортов набирает 59 баллов. Это, конечно, сильно меньше, даже на 10 баллов, чем у Ильи Мавлянова, занимающего вторую позицию. За исполнение короткой программы на лед приглашается Артемий Маринин. В этом сезоне Москва. буквально россыпь молодых спортсменов, как продолжателей чемпионской династии. К тому же Букину присоединились Тихонова, Слуцкая, Казинц-Бережная, а вот и сын прославленного чемпиона Максима Маринина. Ответственность вдвойне, внимание в десятерне, но и рост, обратите внимание, это в мужском одиночном катании последняя мода. Первый сезон на взрослом уровне.
Ну, удивил. Конечно, была и капелька дегтя с этим двойным флипом, который не засчитает. Но в общем и целом, какой парень необычный, интересный. Как жалко. Нет, катание Ой. очень достойное, достойный дебют на взрослом уровне. Тем более, когда в разминке, ну, реально звезды. Матвей Ветлугин, Влад Дикиджи. То есть и публика это все реагирует на это. И, естественно, вот, с первым стартом поздравляет тренер. Да, Станислав Захаров. Тренируется в группе у Светланы Соколовской, Артемий. Видно, конечно, что очень волновался прям в самом начале программы. И мы вот сейчас с Алексеем за кадром обсуждали, как вот все-таки трудно бывает дебютантам, но сегодня Артемий не дрогнул. Сейчас на ваших экранах... Нет, ты скажи мне, что ты мне говорил по поводу скольжения. Да, я хотел отдельно отметить скольжение Артемия, потому что действительно он очень хорошо стоит на ребрах, очень чистые повороты, дорожка судьями была оценена на 3-й уровень. Очень так мягко, по-кошачьи так вот он скользит. Да, и это позволяет смотреть и при таком росте, и казалось бы, ну как он может докрутить? Нет, прям вот чисто. Чисто, и практически, смотрите, скорости нет для второго прыжка. Опять чисто. Да. И вот хорошо вовремя сообразил, что ему нужно делать каскад, не дрогнул, рискнул и сделал. И вот сейчас как раз идет анализ, но я просто видел, как из года в год, месяц за месяцем Максим Маринин, олимпийский чемпион, тренировал именно скольжение. Преподавал всякие троечки, крюки, выкрюки. Ну вот, собственно, потому вот что мы видим. скольжение идет все. Потому что мы раньше тренировали и делали школу, а сейчас... И вот результат. Результат виден. Здорово. Виталий Юрьевич, всем привет. Всем привет отправляю, да. Да, ну а мы здесь передаем привет, соответственно, Максиму Маринину. Крутейшему спортсмену и, самое главное, крутейшему человеку. Ну и все, собственно, копилка полна. Это и Полина Тихонова в танцах, и дочка Слуцкой, и дочка Елены Бережной, олимпийской чемпионки, но это уже парное катание. Да, и Мария Захарова. И Мария Захарова. Ну, все, вот, дети пошли. Теперь уже дети восхищают нас своим талантом. Ну, поздравляем Артемия с первым прокатом. Очень жалко, ну правда. Ну, все так чистенько, так как будто... Заранее вот, знаете, начал готовиться. Ну, слишком заранее. Его поэтому чуть-чуть не хватило. К тройному флипу. Да, к тройному флипу, да, я имею в виду. А так все, вот, знаете, как будто вот перед банкетом, перед тем, как высокопоставленные, например, люди сейчас подойдут, чиновники, может, все чистенько и красивенько. Чистенько, красивенько, все. Да. Вилочка к ложечке, к ножу, все прям там, и хрусталь стоит. Это вот про Артемия. Конечно, вот все познается в сравнении, если предыдущий спортсмен, да, и многие, я говорил, уже предупреждал о том, что настолько многогранный. Один берет, как ты говорил, вот этой безбашенностью, прытью. Здесь немножко другой стиль. Но тема прекрасен этот вид спорта, фигурное катание, потому что здесь каждый пытается найти что-то свое. И неважно, какой у тебя рост, и там метр с кепкой или наоборот, он по 2 метра. Ты учился в балетной школе наоборот, или как Дикиджи снимал все возможные эти музыкальные, вот эти танцевальные ролики. Просто искать свое, что-то находить, и тем самым ты можешь брать и завоевывать более высокие баллы. И сердца зрителей. В том числе. Замедленно. Волнение, про волнение, по-моему, сейчас речь. Я на самом деле думал, что отпустит Артемия после исполненного тройного акселя, потому что, ну, это один из самых сложных в его арсенале технический элемент. Я думал, что вот сейчас вот тройной аксель, а дальше уже как по маслу, дальше вот прям пойдет. Ну вот. Но это все приходит с опытом. Ну вот просто мне, как достаточно близкому человеку, коим Артемий является, все-таки хотелось сейчас, да, чтобы прям вот и первый опыт, чтобы... Конечно, вот... хотелось, конечно. Судьи-то призадумались.
Но первый опыт же не обязательно должен быть позитивным. На негативном в какой-то части опыте можно даже больших результатов в дальнейшем получить, больше какой-то определенный заряд. Он и так знает прекрасно себе цену и своему скольжению, и тому, что он умеет. Второе место у него. И надо сказать, что второй, третий, четвертый результат очень плотно друг к другу сейчас находятся. Хорошие оценки. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Матвей Ветлугин. В прошлом году в Казани Матвей Ветлугин выиграл бронзу. Непростой, но интересный сезон складывается у него теперь. Подвели прыжки, особенно аксель в короткой программе на этапе в Красноярске. И все сильные стороны ученика Евгения Рукавицына оказались в тени падения. А ведь он пластичный, энергичный и умеет представлять настоящую лирику на льду. Его программа «Как молоды мы были» просто душераздирающая. Пусть она прозвучит сегодня по полной. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб себя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Ну, поверь ты уже в себя. Но это определенно лучший прокат, чем неделю назад в Красноярске. И когда Матвей приземлил этот сложнейший четверной флип. Нет, он поменял короткую программу. У него, помнишь, какое страшное падение с тройного акселя. И потом и срыв четверного луцы. А сейчас все поменял. Так сказали, спокойнее будет в тренерском штабе. Уже пробовали такие прокаты, именно начиная с четверного флипа. Но опять этот аксель, где он клюет постоянно носом вперед. Ну, на замедленном повторе мы с вами увидим. Но, слушайте, вы знаете, уровень этого спортсмена еще доказывает то, что на его прокат вышли как раз Алексей Николаевич Мишин, Елизавета Туктамышева и Байкова-Козловский стоят. Также я понимаю, что им впереди самим выходить на короткую программу, но сейчас посмотрите, какой замечательный флип. Судьи добавили какое-то невероятное количество баллов на плюсы. И тройной аксель вторым прыжком.
по ногам тройной аксель шикарный, но вот верх корпус всегда он клюет. Да, к сожалению, все-таки не смог удержаться ровненько Матвей. И вот здесь, казалось бы, один из самых любимых его прыжков, тройной луц, который он прыгает с этим сложнейшим каскадом. Вот прям видно, как он хотел сделать тройной луц, тройной Ридбергер. Но, к сожалению, Ридбергер он очень коварный, и поэтому только через двукратную тройку двойной. Ну, вот эта картина, она прям настолько красочная. Вот на заднем плане тренерский коллектив. И вы знаете, в одиночку уже, конечно, тяжело. Да, ты на льду, ты как бы один. Все зависит от тебя. Но вот эта команда, которая стоит за бортиком, и она молниеносно реагирует, будь то срыв или, наоборот, идеальное исполнение того или иного элемента. Просто такой вот творческий тандем. И порой очень интересно наблюдать за теми, как раз кто находится вне льда. Там красочно и достаточно подробно иллюстрировано то, что происходит. Именно поэтому мы всех зрителей приглашаем сюда, в зал. Потому что в зале царит какая-то невероятная атмосфера, и такие эмоции можно получить, наблюдая эти соревнования только вживую. Евгений и Валентин улыбаются тому, что девчонки кричат с трибун, и им, конечно, очень нравится то, как они поддерживают их спортсмена, и сами они тоже поддерживают спортсмена всеми способами, хотя, конечно, Матвей, безусловно, расстроен, он хотел большего и будет больше, но для этого нужно чуть-чуть по-другому настроиться. Отставание 4 балла от лидера на данный момент, коим является Артур Данилян. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Владислав Дикиджи. Чемпион России, победитель этапов Гран-при, фигурист, который способен прыгнуть даже аксель в 4,5 оборота. Таков Владислав Дикиджи. Запредельно заявленные им прыжки в короткой программе, каскад с четверным луцем и четверной же флип. Не случайно эта космическая программа, видимо, когда катается, он думает о Юрии Гагарине, и эта перчатка посвящена нашему космонавту-герою.
Ну что ж. Было? Ну это вообще другой уровень уже. Абсолютно другой уровень. Ну, это самый сложнейший контент на сегодня. 2 четверных. Луц и флип. И все было сделано отлично. Чисто, высоко, с длинными выездами. Ну, просто класс. А еще так сделано, чтобы не было вообще никаких вопросов к потенциальным вопросам и пересмотру того иного элемента. Абсолютно не то, что было там близко докручено, а прям вот четко, как по идее нужно. Да, вот сейчас он жестами показывает Олегу Станиславовичу, что что-то у него там не получилось. Ну, очевидно было, это, конечно, скомканно финал короткой программы. Все хорошо. Единственное, что мне бросается, конечно, первый, и я сразу сообщил Мише, собственно, профессионалу и специалисту, который в данный момент также помогает еще и работает с Владиславом, что вот верх корпуса, то есть настолько работа ног, как бы низ тела, он круче работает, нежели верх, и в основном прямые руки, но... Мы работаем над этим, Алексей, мы работаем над этим. Но сейчас четверной лут с тройным тулупом. Мягко. И вот как он подтянул этот выезд, это прям бальзам на душу. И затем четверной флип. Чисто, здорово. На разминке все-таки у него были сложности именно с четверным флипом, но сейчас в программе он пошел и сделал. А ребро определенное? Да, ребро вот ребро ставят судьи знак внимания. Неясное ребро. Неясное. Ну вот здесь, знаете, можно подойти к исполнению элементов, как бы такой проходящий элемент, вот сделай и быстрее к чему-то следующему переходишь. А он как раз, как правильно ты говоришь, сделал, покажи. Да. И еще раз, нет, я сделал. Пожалуйста, принимайте мою работу. У нас на жаргоне это называется «нужно продать элемент». И вот сегодня это было. Хорошо. Мой учитель. Буду непосредственно порой общаться, употребляя это. Продано. Лот, конечно, прибавил в цене по сравнению с начальным ценником. Я просто после Владислав Никитшин за короткую программу набирает 94. Так вот, в хорошем диалоге между тренером и спортсменом они видят свою оценку, есть что обсудить. И это лидерство на 9 баллов преимущества перед Даниэляном, конечно. А в завершении еще 2 спортсмена. Премьера короткой программы Макара Игнатова на Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Она поставлена на музыку из кинофильма «Трон. Наследие». Макар тоже рекордсмен. Первым из наших он исполнил 4 четверных прыжка в одной программе. Сейчас тренируется в Академии Ангелы Плющенко у Артема Значкова, Сергея Алексеева и, конечно же, самого Плющенко. Но говорить после проката все будут о лампочках. Костюм с подсветкой. И это не запрещено правилами. The grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. I got in.
молодой отец закончил свою короткую программу. Но это прям должен был быть праздник. И огоньки зажглись на костюме, правда. Вы знаете, как прикольно, казалось бы, да, костюм. Ну, он не сыграет все равно ключевую роль. Но дополнение к тому, что уже показано спортсменам. Я бы сказал, что это и был праздник. Конечно, прошел не идеально. Но хлопушка выстрелила ненужное время и не в том направлении. И классно, что Макар в этом году решил пойти на эксперименты. И в интервью как раз Алине Загитовой во влоге он сказал, что это такой вот интересный опыт, интересный экспериментальный у него сезон. Молодой отец, новая программа. И как-то вот он засиял Решил реально начать по-новому. с чистого листа. Да. Не, программа и вправду. Я сегодня уже по каким-то кусочкам. Сергей Алексеев на наших экранах. Из «Ангелов» Плющенко. Из «Ангелов» Плющенко. Ну вот, сумасшедший. Прекрасно начал свою короткую программу Макар Игнатов с четверного Ридбергера. Очень опасного, Немножко коварного прыжка. повело его, но он сумел мягенько приземлиться. Затем тройной аксель. Чисто. Ну, опять же, здесь можно было... Ну, не нужно было. Но вот, к Но вот сожалению, здесь... вообще... Слушайте, сегодня, уважаемые коллеги, дорогие зрители, если срывают элемент, то вот таким нечеловеческим образом. Да, Ну, это было очень... Слушайте, после не таких очень. падений самое главное найти в себе силы встать и продолжить. Но программа, правда, она такая какая-то, вот как будто, вот помните, миллиард лет назад во Фрогс играли, вот когда лягушечка прыгала, такое, это же музыка, такое что-то и космическое, и вроде современное, но еще с элементами будущего. Да, очень модная, актуальная программа. И эксперименты, когда спортсмен... Когда он может экспериментировать? Либо когда он слишком молод и ему все сходит с рук, либо уже в тот момент, когда он достаточно мастеровит, чтобы как-то расширить спектр своего воздействия на публику, расширить свою гамму программ. Ну, то есть вот сейчас именно имеет возможность Макар Игнатов экспериментировать. И это очень круто. Ну и, кстати, может быть, и приоритеты, и ценности меняются у человека в голове, когда он становится отцом, семейным, взрослым, очень по-другому смотришь на мир в этот момент. Даже руку разбил. Ну, так я увидел мельком. В Казани не без происшествий. В Казани Значит, не без он-то лучше. происшествий. Говорит. Ничего, Макар. еще впереди произвольная программа. Программа набирает 77,70 балла. Четвертое место по короткой программе у Макара Игнатова. Ну и улыбаются по результату этих оценок. В короткой программе Глеб Лутфулин. В завершении сегодняшних коротких программ у мужчин выступление Глеба Лутфулина. Парень родом из Казани. Надеемся, зажжет. Когда-то пришлось переехать из родного города. Его бабушке даже пришлось продать квартиру, чтобы перебраться в Санкт-Петербург. И вот теперь ученик Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны Мишиных является серебряным призером чемпионата России, победителем этапов Гран-при и одним из самых ярких и техничных фигуристов. Песня из сериала «Жизнь по вызову». Что может быть пронзительнее?
pretend you wanna stay and know the rules so I see lies in your eyes. I thought twice, but I will spend every time. I see pain on the guilt, but you ain't for me. I see lies in your eyes. I thought twice, but I will spend every time. I see pain on the guilt, but you ain't for me this time. Искренне аплодируем в завершении этих соревнований Глебу Лутфуллину и всей его тренерской команде, которая на ваших экранах. На очень высокой ноте завершилось это катание. Да, иногда, конечно, случается ситуация, когда против лома нет приема, но Глеб Лутфуллин поборолся и сделал практически все свои элементы на самый высокий уровень. Это потрясающе. Действительно, это было потрясающе, потому что я лично знаю Глеба уже очень давно. И я знаю, что у него, скажем, непростой сезон и межсезонье, но тем не менее... Не катался. Молодец. Молодец, да. Молодец. Ну, я бы не назвал это катание потрясающим. На мой взгляд, очень сдержанное, мега концентрированный спортсмен. Опять же, отталкиваясь от утренних тренировок, от 6-минутной разминки. Он, правда, вышел и сделал. Как говорится, ноги помнят, потому что все это было сделано много-много раз. Но сейчас немножко вот пытается нащупать свою форму. Не очень комфортно он себя ощущал во время раскаток сегодняшних. Но вот здесь, поэтому, понимая и отталкиваясь от того, что было, не так легко у него все это в данный момент получается, прям очень был погружен прям с головой в свое катание. А он всегда погружен с головой в свое катание, да. И поэтому здесь говорить о какой-то излишней эмоциональности не стоит. Но, тем не менее, на сегодня задача минимум точно выполнена. И выполнена достаточно уверенно и хорошо. Нормально мы съехали в комментариях от потрясающей до программы минимум. Нет, я имею в виду потрясающе, то, что он такой молодец и собрался. А то, что, конечно, артистически, тут такой простор для творчества еще впереди. Не, нужно. Не у него одного, кстати, сегодня, если что. Ну и правильно. Не, я говорю, что отталкиваясь, да, от того, что я видел, это даже не программа минимум была выполнена, а еще даже на порядок больше. Очень сложно сейчас собраться. Мы видим, что и непрыжковые элементы достаточно на неплохом уровне. Вращение 4-4, 3. Программа набирает 87,70. На 7 баллов он отстает от Владислава Дикиджи. Программа участник занимает В одной только технике он уступает, получается, 5 баллов, 2 балла по компонентам. Компоненты выше всего сегодня у Дикиджи и у Артура Даниэляна. 40 с лишним баллов. Результаты на ваших экранах. Объявляется технический перерыв. Плотненько второе, третье место друг от друга. Прекрасные, конечно, соревнования. Ну и затем с серьезным отставанием из-за таких ошибок обидных Матвей Ветлугин, только 4-е место. Как вам результат этого катания? Очень нервная вторая разминка была. Вы тут все извелись, да, на комментаторской позиции. Нервная, но мне что понравилось по сравнению с прошлой неделей, да, я всегда пытаюсь сравнивать то или иное выступление или одного и того же спортсмена, например, недели ранее или на день сегодняшний. Ну, конечно, это день и ночь, правда. Но вот сегодня, к сожалению, вот прям разбивались. Если падали, если срывали, то прям разбивались. Хочется, конечно, минимизировать это. Завтра новый день и новые подвиги. Ну а срочное интервью, как всегда, обеспечат Евгений Медведева и Максим Троньков, подкараулившие лидеров Киссенкрай. Вас вновь приветствует Казань, где проходит 3-й этап Гран-при России по фигурному катанию «Дель 2025». Только что завершились короткие программы у мужчин. И промежуточным лидером стал Владислав Дикиджи. И нам с Евгением Медведевой остается только задать ему пару интересных вопросов. Владислав, расскажи нам, как протекал твой прокат короткой программы сегодня? Что ты чувствовал во время своего выступления? Чувствовал я легкость, поддержка невероятная в Казани.
Я приезжаю сюда уже, ну не знаю, лет 5-6, наверное, подряд. Здесь невероятная публика, невероятные зрители. Я их всех люблю очень, спасибо вам огромное. Катал, в принципе, неплохо. Не хватило меня на вращение последнее. Я просто не смог сесть почему-то. Я не знаю почему, но не смог и все. Связано ли это как-то с тем, что ты устал? Я думаю, что нет. Просто сильно, скорее всего, конек затянул правый, и поэтому не получилось. Вот. Но, тем не менее, неплохо, что ты его затянул, потому что четверные прыжки были выполнены очень хорошо, все вдокрут, очень легкие. Но, тем не менее, есть одна техническая такая помарка. Тебе поставили ребро на флипе. Как ты думаешь, оно целесообразно там стоит? Ну, если поставили, значит есть. Ты работаешь как-то над этим, чтобы избежать этой ошибки и, может быть, где-то прячешь этот элемент, как многие спортсмены делают, ставят куда-то, где меньше всего техническая бригада его может заметить? Да, обычно мы с Олегом Станиславовичем так и прыгали немножко круглее его, но так как очень узкая арена, у меня не получается закруглить нормально, и у меня постоянно вывал. А чем отличается эта арена от всех остальных предыдущих? Она поуже немножко, поуже. Это сильно влияет на траекторию прыжка вообще? Во время вот тренировочного процесса насколько сильно ты это чувствуешь? Ну вот, допустим, на луц, на аксель нет, все нормально. А вот именно флип не очень удобно прыгать тут. У тебя сейчас самый сложный контент в мире, то есть ты прыгаешь так же, как Илья Малинин, те же четверные флипы, луц, только у тебя каскад первым элементом стоит, а у него вторым. Как-то ориентируешься на лидера? Каскад. Последний. Что? Поправь меня. У Ильи в конце, последним прыжком каскад. Вот хотелось бы так же, на самом деле. Буду тренироваться потом. Когда ждать? В ближайшем будущем, я надеюсь. Ну ты же знаешь, мы просто так с тебя не слезем. Придется делать. Покажу обязательно в ближайшем будущем. Мы записали. Сегодня как будто бы тренер намекал, что после чемпионата России ты будешь тренировать еще более многооборотный прыжок. Что-то об этом знаешь, слышал? Какие-то секретики от нас. Четверной аксель? Про пятерной, по-моему, шла речь. Даже про сальхов. Про пятерной сальхов. Пятерной сальхов? Не, ну после чемпионата можно будет попробовать и четверной аксель понапрыгивать, и пятерной. Но ты всегда говоришь, что ты очень послушный спортсмен и всегда слушаешь, что говорит тренер. Ну, значит, слушай и делай. Буду слушать и делать. Какие у тебя планы вообще на Казань? Понятное дело, надеюсь, выиграть в произвольной программе. Мы тебе этого желаем. Но, возможно, ты хочешь что-то посмотреть. Все-таки это такая столица Татарстана, где всегда хочется погулять. Возможно, что-то съесть. К сожалению, не очень много будет времени. Мы завтра уже вечером улетаем, поэтому мы откатаем. Я немножко подаю автографов, скажем так, и все, нужно будет собирать чемодан. Скорее всего, не успею я где-либо прогуляться. А как сегодня будешь восстанавливаться? Как планируешь провести сегодняшний вечер? Как отогнать эти мысли о произвольной программе? Да просто полежать немножко, посмотреть фильмы какие-нибудь, сериальчики, да и все, и спать лечь. Интерстеллар, например. Интерстеллар, например. Давай немножко поговорим о твоей заявке на произвольную программу. Что завтра ждать от тебя зрителям, ну и судьям? 4 четверных я буду делать, 2 акселя. Вот. Такой стандартненький мой набор сейчас. Ну что ж, тогда обязательно приходите во Дворец спорта в Казани поддержать Улада Дикиджи, который завтра будет исполнять свой стандартненький набор. Ну а мы его отпускаем, восстанавливаться. Ты сегодня молодец, будем ждать тебя завтра. Ну а мы приглашаем к нам сюда, в нашу студию, Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Пекина, которая вместе с нами сейчас обсудит выступление мужчин-одиночников в короткой программе здесь на этапе Гран-при в Казани. Аня уже в студии и готова поделиться эмоциями от невероятного зрелища, которое, я уверен, она сегодня видела. Ань, как тебе короткая программа наших мужчин?
Сегодня, на самом деле, все очень радуют. И девчонки, и мальчики. Все, мне кажется, очень серьезный уровень показывают, оценивают их довольно строго. Но это не мешает нам восхищаться ребятами. Конечно, Влад Дикиджи, очень сильный прокат. Он поражает уже который сезон и своей стабильностью. И при этом он не перестает усложняться. В этом году добавил и четверной флип в короткую программу, каскад прыгает с луцем, справляется с этим набором, так что это очень и очень достойное выступление было, и мне кажется, что вот уж не знаю, Миша руку приложил или как, но как будто бы и в хореографическом плане тоже старается прибавлять и дорабатывать свои программы. Глеб Лутфулин тоже порадовал. На самом деле мальчики еще порадовали тем, что на 6-минутной разминке было видно много каких-то ошибок, неточностей у ребят, но потом они все вышли и собрались, все самое лучшее показали в прокате. И Глеб тоже справился, 2 четверных, тройной аксель, все сделал, тоже это не может не радовать, конечно, что несмотря на какие-то сложности в разминке, все равно вот это вот показатель характера, что вытащил, все сделал. И, конечно, Артур Даниэлян, 3-я строчка после короткой программы. Артур всегда радует своими постановками, и он умеет зажечь зал. И зрители, мне кажется, никогда не остаются равнодушными после его прокатов. Но вот сегодня радостно, что и техническая сторона тоже не отставала, что в том году он очень много боролся с четверным луцем, и вечно ошибки были. А тут пошел на сальхов и сделал его хоть вот с небольшой помарочкой, но радует, что технически сегодня его не подвели элементы. А что не хватает, по твоему мнению, ребятам, я имею в виду и Матвея Ветлугина, и Артура Даниэляна, которые, казалось бы, так здорово умеют интерпретировать музыку, вживаются в образ. Зал их просто обожает, и мы слышали это здесь, в Казани. Но, тем не менее, какие-то ошибочки технические всегда вылезают. Может быть, слишком их захлестывает вот этот образ, хореография, контент. Да, банально не хватает стабильности выступлений, потому что технически они тоже очень сильны. У них огромная вариативность четверных прыжков. Вот мы видели и четверной флип сегодня Матвей прекрасно исполнил. А дальше как будто по нисходящей пошло выступление технически. Ошибка дальше на акселе и такой уже полусорванный каскад с тройным ридбергером должен был быть, сделал лишь с двойным. Обладают они самыми сложными прыжками четверными. Луц у них есть у Артура и у Матвея. Но вот да, не хватает, наверное, какой-то стабильности, потому что их программы всегда очень нравится смотреть, у них всегда очень интересные образы, и они классно их передают. Настоящие артисты на льду, и при этом скольжение тоже на высшем уровне все. Ну вот хотелось бы, наверное, да, чтобы технически они из раза в раз могли стабильно показывать тот уровень, который они могут показать. Но мы сегодня уже поговорили вот о этой четверке лидеров, скажем так, но Александр Мельников, который в Красноярске завоевал бронзовую медаль, казалось бы, здесь тоже уже так мог не фаворитом быть, но тем, на кого стоит обратить внимание, потому что уже одна медаль есть. Но вышел и совсем не справился со своей короткой программой. Может быть, это акклиматизация, потому что только неделю назад он был в Красноярске. Вот как вы считаете, с чем связан такой неудачный прокат в короткой программе этого яркого, безусловно, фигуриста? Да, конечно, после предыдущего этапа мы с особым вниманием смотрели за его прокатами и ждали, что он тут покажет. И здесь, я думаю, конечно, лучше всего у него узнать, что же пошло не так, но есть какие-то догадки, что это может быть и акклиматизация, действительно, потому что в Красноярске все-таки разница во времени, и вообще довольно сложно выступать 2 старта подряд. То есть он мог просто еще физически не восстановиться после выступлений там и сюда приехать, да, немножко на усталости. Может, и эмоционально тоже такой подвыгоревший был. Все может быть, мы не знаем, но хочется пожелать, чтобы в произвольной он как-то с этим справился и вновь показал высокий и достойный уровень. Еще не могу не спросить вас о дебютанте на взрослой серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Это Артемий Маринин, сын Максима Маринина, олимпийского чемпиона в парном катании. Как вам этот молодой парень, такой высоченный, тоненький, стройненький? Ну, чуть-чуть у него не получилось сегодня, но, тем не менее, давайте о нем тоже поговорим, обратим на него внимание. Ой, он такой, на самом деле, трепетный. Мне кажется, вот Артемий — это такой
свежий ветер, которого очень, наверное, нам не хватает сейчас в мужской одиночке. Он действительно создает впечатление очень высокого, очень такого еще растущего молодого человека, но, тем не менее, мне очень нравится и его презентация, и его прыжки, если он делает их очень хорошо. Вот, к сожалению, была бабочка на флипе, там должен был быть каскад. Но вот если он станет чуть-чуть посмелее, вот тогда, мне кажется, можно будет уже говорить о каком-то расцвете силы этого спортсмена. Мне кажется, даже не посмелее, а поопытнее, потому что можно было к этому флипу сделать тройной тулуп, и мне кажется, он бы меньше потерял, потому что двойные же нельзя прыгать. Как будто бы не сориентировался пока что. Я потом блестяще выполнил каскад лутс тулуп из двух тройных прыжков. Вот. Но я думаю, что все дело в опыте, и те ребята, которые только начинают свой путь во взрослом мужском одиночном катании, они действительно у нас классные, и классно, что мы имеем такую возможность их наблюдать воочию и болеть за них. Ну что ж, мы совсем скоро переходим к парному катанию, совсем скоро оно начнется прямо здесь, в Казани, и хочется рассказать про дуэль. Впервые в сезоне встретятся между собой два наших ведущих дуэта. Это Александра Байкова, Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина, Александр Галямов. Девчонки, останетесь ли вы посмотреть за этим противостоянием, потому что действительно борьба обещает быть интересной? Обязательно останемся, потому что такое пропустить просто невозможно. И вам, дорогие друзья, тоже советуем не отключаться от трансляции и понаблюдать за прекрасными короткими программами наших пар. Это будет интересно. Ну а я, Максим Троньков, совсем скоро побегу на комментаторскую позицию, где вместе с Василием Соловьевым мы будем комментировать выступление этого вида фигурного катания, парного, моего родного вида. Оставайтесь обязательно с нами. Наша трансляция продолжается. После выступления спортивных пар мы с Евгенией обязательно поговорим с победителем. Но Аню обязательно услышим завтра тоже на комментаторской позиции. Не прощаемся. В любом случае оставайтесь с нами. Смотрите фигурное катание на Первом канале. Под пристальным вниманием и публики, и специалистов принципиальное противостояние двух спортивных пар. Анастасия Мишина и Александр Галямов представляют школу Тамары Москвиной. Чемпионы мира, Европы, призеры Олимпиады в короткой программе катаются под бессмертную классику Джузеппе Верди «Застольная». Не просто пришлось паре в прошлом году из-за травмы, но они уже в строю и на первом же турнире встретят мощное сопротивление пары Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Ученики Станислава Морозова и Терри Тутберидзе в этом сезоне уже выступили с рекордом, выполнили четверной выброс и победили на этапе Гран-при в Красноярске с прекрасным проникновенным катанием. А еще в Казани может блеснуть пермский дуэт Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. На одном из этапов Гран-при они уже вспыхнули в короткой, красиво лидировали. Их преимущество – это молодость, свежесть, эмоциональный порыв на льду и в жизни. Пожалуй, нас ждет один из самых красивых турниров в сезоне.
Уважаемые дамы и господа, всероссийские соревнования Гран-при России ИДЕЛЬ 2025 продолжаются, и через несколько минут на лед выйдут спортивные пары, которые исполнят короткие программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Мария Кривоносова-Гребнева, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 2 Лолита Лабунская, Москва. Судья номер 3 Оксана Калугина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Елена Левковец, Екатеринбург. Судья номер 5 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 6 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Светлана Кандыба, Москва. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Майя Шигай, Андрей Шеверков, Пермский край. Анна Карпук, Андрей Хвалько, Санкт-Петербург. А Вероника Меренкова, Даниил Галимов, Краснодарский край. Разрешена 6-минутная разминка. Ну вот и настал черед соревнований спортивных пар на Гран-при России в Казани. Короткая программа. Эта дисциплина любимая у всех, кто ценит мощь, кто ценит технику, кто ценит взаимоотношения, кто ценит скорость. И, конечно же, это любимый вид двукратного олимпийского чемпиона Максима Тронькова, с которым мы на комментаторской позиции сейчас будем следить и желать ребятам удачи, чтобы эти соревнования не были похожи на те, которые были на предыдущих этапах, потому что мы хотим, чтобы все было здорово, и чтобы все прыгали и летали как надо. И тодосы, чтобы были. Привет, Максим. Здравствуй, Василий. Здравствуйте, дорогие телезрители. Да, парное катание уже на третьем этапе к ряду у нас представлено. И действительно, нельзя назвать классным то, что мы видели на тех трех этапах, но, тем не менее, очень много пищи для размышлений, для обсуждений. И были и классные прокаты. На этом этапе мы еще увидим. Впереди у нас выступление двух сильнейших пар наших российских. И Александр Байков и Дмитрий Козловский здорово откатали на своем первом этапе обе программы, и короткую, и произвольную. Поэтому, конечно же, не все так плохо, как мы тут вам пытаемся рассказать. Но хотелось бы, чтобы было лучше в среднем по больнице. Да, и в коротких программах в целом нас пары радуют в этом сезоне. У всех очень отлаженные элементы в технической программе. И хореографически неплохо все вкатано уже. И в целом, я говорю, короткие программы с удовольствием мы будем смотреть. А вот произвольную программу уже завтра придем так с небольшой опаской. Но я надеюсь, что уже
к экватору серии Гран-при наши пары нас начнут все-таки радовать и произвольными. А тем временем на стадионе, вы, наверное, слышали, поздравляли Анну Карпуху, которая сегодня 18-й день рождения. И это ученица группы Великова. И Людмила Великова сама была на ваших экранах, здесь присутствует. Сегодня выступает вместе с Алексеем Хвалько, представляет Санкт-Петербург. Первыми в этой группе выступят Майя Шигай и Андрей Шидерков, пермские спортсмены, которых тренирует Павел Слусаренко и Егор Закроев. Ну а закроют эту разминку, эту группу участников Вероника Меренкова и Даниль Галимов, который дебютирует в этом сезоне во взрослых соревнованиях. Веронике 16, она из Норильска, но 10 лет живет в Сочи. Кстати, мудрый выбор. Данилю 21 год, его родной город Казань, и здесь для него особая атмосфера. Тренируется в Краснодарском крае у олимпийского чемпиона Федора Климова, работает вместе с Дмитрием Савиным, Ксенией Ахантьевой и Софьей Евдокимовой. Победители первенства старшего возраста российского 23-го года, юниорского финала Гран-при 24-го. Ну и в Магнитогорске были четвертыми. Вообще много пар у нас уже так вот выступило, перемешались. Мы одни ждали результаты, другие. Ну, естественно, кроме вот там победы Байкова и Козловского, которая была максимально предсказуемой, мы все время думали, кто здесь выйдет первым, кто с каким результатом. И все это было максимально неожиданно. Причем как со стороны спортсменов, которые начали валиться на каких-то элементах совершенно непредсказуемых, так и со стороны судей, которые вдруг неожиданно оценивали элементы таким образом, что мы потом ходили, пересматривали. Мы же выглядим тоже, ладно я, но двукратный олимпийский чемпион, как выглядит, когда мы в трансляции не можем там понять, что происходит вообще по судейству, да, там с поддержкой, которая просто не засчитывается. Но мы не будем сейчас развивать эту тему, мы только подчеркиваем, что она у нас существует, и мы очень внимательно за всем этим следим, а вы за этим тоже следите в социальных сетях и в СМИ. А сегодня у нас соревнования, которые вот... Максим, давай так, как будто обнулились, да? Конечно, и смотрим вот... Это взрослое парное катание. Нет, я вообще вот все то, что было раньше, давайте смотреть заново. Много же было разговоров за кулисами, да, обсуждали, это же все живой организм, да. И вот сейчас мы смотрим, как у нас обстоят дела. Как обстоят дела на разминке? Сразу вот прямо и скажи нам. Ну, пока на самом деле все очень неплохо. Одну из пар я вижу впервые, то есть если партнер Леша Хвалько мне знаком, я видел его раньше на юниорских соревнованиях, то вот в этом сочетании с этой партнершей для меня это новый дуэт, но ребята делают все те элементы, которые предписаны для пар в короткой программе. Здесь есть и тройная подкрутка, и выброс в 3 оборота, и параллельный тройной прыжок. То есть все у ребят в активе есть. Очень уверенную разминку провели Вероника и Даниль. Пара из Сочи, которая представляет Краснодарский край. Даниль дома катается, он сам из Казани. Поэтому хочу ему пожелать, чтобы родные стены ему здесь помогли. Майю Шигай и Андрея Шидеркова, да, мы тоже видели на предыдущем этапе, на одном из предыдущих этапов. Там у них не очень получилось, и хочется, чтобы здесь у них получилось абсолютно все, потому что тоже очень яркий дуэт, представляющий Пермский край. И тем временем разминка подошла к концу, и вот-вот, буквально через считанные секунды, первая пара выйдет на этот лед, и Василий Соловьев с удовольствием ее представит. Майя Шигай и Андрей Шидерков. Эффектные выбросы, по-настоящему парное катание, а не случайная встреча двух одиночеств. Вместе они уже больше года. Мы снова, благодаря им, находимся в космосе. Но Майя, она выше всех от Земли. Пермский край.
ахнули мы опять в начале катания. Все ждем чистых прыжковых элементов. Мы не можем на этом не акцентировать внимание, потому что мы уже истосковались всем своим существом, чтобы кто-нибудь взял нас и повел туда, где чистые прыжковые элементы у спортсменов в паре. Максим Да, возмущен. К сожалению, ну почему я возмущен? Я уже ко всему привык. К сожалению, второй турнир к ряду у Майи не получается. Этот злополучный для нее тройной тулуп. Казалось бы, один из самых легких прыжков. Не самый дорогой. И, к сожалению, не получается где-то, может быть, с нервами справиться. Ну, а тренеры, конечно, сейчас обсуждают параллельное вращение со своими спортсменами, потому что там совсем такой сбой произошел, серьезный. Ребята разошлись, не вместе смену сделали. Но в целом тулуп, вот он, ну, он не докручен на две ноги, то есть, ну, сорванный элемент. Подкрутка была здорово выполнена. Возвращаясь к вращению, да, совсем там ребята разошлись, и как раз тренеры разбирались, кто считает и кто кого слушает, выполняет команду. Дело в том, что при выполнении этого элемента один из партнеров дает команду для смены ноги, смены позиции. Такой немножко инсайд. Классный выброс очень высокий у ребят, и они это продемонстрировали в этой короткой программе. Тодос 4-го уровня очень такой хороший, с хорошими плюсами, потому что без потери скорости, в хорошей позиции партнерши и в низкой позиции партнер. Немножко далековато друг от друга в дорожке ребята находились. Можно поближе выполнять этот элемент парного катания, когда параллельная часть дорожки идет. Вот здесь уже хорошо, здесь уже близенько. Ну, после второго проката, который мы вот видим... видите, вращение, то, что я говорил. После второго проката, который мы видим на этапах серии Гран-при, мы уже не можем не обратить внимание и на то, что вот сама компоновка программы, она такая немножко сложноватая, давящая и однообразная. Может быть, как-то ее все-таки развить, может быть, чуть-чуть музыку-то подмонтировать, поменять, чтобы она была более живой и программа развивалась. Может быть, это и ребятам поможет больше быть вовлеченными в этот процесс. Анна Карпук и Алексей Хвалько. Школа Великовых на турнире в Казани представляют эти спортсмены. Первый сезон вместе. Желаем им удачи и будем пристально следить за прогрессом. В этом году они уже взяли бронзу на Кубке Санкт-Петербурга. И их программа поставлена на музыку из цирка «Де Солей». Называется «Желание». А у Анны, как уже было сказано, сегодня день рождения. Не каждый день, даже в такую дату, тебя носят на руках. Sentimiento de libertad.
sin pudor, sin razón, con el fuego de la pasión y volar. Ну, пара, настоящая пара с такими взаимоотношениями, с такой трепетной программой. Кстати, очень не похожа на «Цирк дю Солей» музыка, мне так кажется. Настолько лирическая. Машет руками своей партнерши. Приветствую всех за двоих, что называется. Ну, день рождения. Да, хочется поздравить Аню с днем рождения, пожелать ей долгой, продуктивной спортивной жизни в парном катании, потому что действительно сегодня совсем справилась, сделала себе подарок. Ну и, в принципе, поздравить с дебютом на соревнованиях такого уровня. И зал поздравляет с днем рождения хором Анну Карпук. Такая публика в Казани. Классная. Публика потрясающая. Сегодня она прям с полуоборота заводилась от катания как у девчонок, так и у парней. Одно удовольствие выступать в Казани. Сегодня трибуны практически полные. Здорово. Ну и еще раз нельзя не сказать, как много казанских спортсменов. Вот пусть даже и уехавших, но радующих по-прежнему местную публику. Да, действительно. Ну и хочется поздравить еще и Людмилу Георгиевну Великову. Сразу видно руку большого тренера, руку мастера, потому что действительно, да, что-то было, может быть, не на самый высокий уровень выполнено, но видно, что ребята понимают, что они делают на льду, зачем они здесь, зачем им нужно следить, и пусть там на свой какой-то третий уровень, на второй уровень, но элементы сделаны, элементы отточены, и дальше только больше нанизывать, как бусины на ниточку эти уровни в каждом элементе, и только расти и получать оценки все больше и больше. Ребята интересные. Будем за ним следить. Сальхов был. Сальхов был, прыжок выполнен, да, но вот находят небольшой недокрут на нем. Техническая бригада ставит Q. Это означает, что нужно обратить на это внимание. Это ни в коем случае элемент не должен быть как бы в минус уходить, в большой. То есть там, ну, -1, вот так вот. И, в принципе, так ребята и получают. Хорошее катание, молодцы. Я думаю, что должны они, наверное, обходить пару из Перми. Это будет справедливо. Кровью пробились они на первую строчку текущую. Так и есть. Примерно на балл обошли на данный момент пермскую пару. Ну, а на льду в заключении этой группы участников Вероника Меренкова и Даниль Галимов. Первый взрослый сезон у них. В Магнитогорске из-за знаменитых уже бурь в фигурном катании ребята не смогли подняться на пьедестал, остались четвертыми, но они могут все. В это Вероника поверила еще, когда увидела чемпионское катание велосажара Транькова в Сочи. Там же в Сочи ребята и тренируются у Федора Климова. «Холод и величие зимы» в их короткой программе под музыку рок-группы «Балморей».
Переживали мы. Ой, полетели игрушки. И не только в спортсменов, но и в судей в том числе. Немножко вздрогнули. Переживали мы за эту пару, за Веронику Меренкову и Даниля Галимова, чтобы все получилось. И почти все получилось. Очень красивое катание. Да, действительно, ребята в этом сезоне в короткой программе большие молодцы. Они уже 3-й турнир свой взрослый в этом сезоне катают к ряду. И в отличном настроении. Танцует, да, Даниль у себя дома. Представляю, как ему было волнительно, и как волнительно было партнерше не подвести своего партнера, чтобы его друзья, детство, родители, родственники, которые пришли его поддержать, сегодня получили удовольствие от их катания. Немножко крались на выброс, я прям сказал, не крадись, не крадись. И вот только за счет работы коленом спасла этот элемент партнерши. Жесткое было приземление, но в целом все остальное получилось очень-очень неплохо. И да, все остальные элементы в плюсах, и даже 4-й уровень. Но, правда, вот Тодос еще пересматривает. Ну ладно, сейчас посмотрим повтор. И на этом этапе даже не стали понижать Сальхов, который, вот, как мне кажется, тоже незаслуженно был понижен на их первом этапе. Нормально там он был сделан, но тем не менее отыскали кушку. Вот здесь смотрим. Раз, ну, четкое приземление, да, не самый высокий пролетный прыжок, но тем не менее как будто бы без проблем он выполняется. Услышали тебя? Я ничего об этом не говорил. Я уже больше боюсь что-либо комментировать, потому что иногда действительно... Ну, сейчас все хорошо. Сейчас можно нормально да, сейчас говорить, классно. Да. Немножко дорожку можно почистить, да, чтобы Соня Евдокимова, специалист в танцах на льду, наш замечательный танцорша в прошлом, еще уделила внимание этому элементу, чтобы ребята 3-й уровень получали. Тодос все-таки понизили на уровень 3. Но, тем не менее, то, что ребята так катаются уверенно от турнира к турниру, это не может не обращать внимания на них. И судьи тоже люди, судьи тоже видят, что ребята не тушуются перед взрослыми, ребята выходят и уверенно то, что могут, делают. Это очень важно на первых порах во взрослом катании. Федор Александрович, Софья Геннадьевна, всем привет. Красавцы в отличном настроении по завершении катания, как по элементам, что абсолютно предсказуемо, так и по компонентам обгоняют своих прямых конкурентов пока на первом месте. На лед приглашаются участники второй разминки. Разминки находятся Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Пермский край, Республика Татарстан. Александр Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Еще одну спортсменку из Казани под аплодисменты поприветствовали здесь Елизавету Осокину. Ну, Казань, конечно, в абсолютнейшем празднике фигурного катания. Можно только позавидовать. Ну, надо отметить, что не только Елизавету Осокину поприветствовали трибуны, потому что Юлия Артемьева, которая тоже в этой разминке находится, тоже из Казани. Я уже сбился со счета казанских спортсменов. Это прекрасно. Первыми будут кататься Юлия Артемьева как раз и Алексей Брюханов, серебряные призеры первенства России, бронзовые призеры спартакиады сильнейших в Магнитогорске, призеры этапов Гран-при. Работают тренируются у Павла Слюсаренко, Егора Закроева, и постановщик их программ — это Сергей Полишкин. Ей 20, ему 23. Алексей, в свою очередь, родом из Санкт-Петербурга. Но вот переехали работать в Пермскую школу, чтобы добиться наилучших результатов вот с этими выдающимися тренерами. Уже выступали в этом сезоне на этапе Гран-при. Выиграли бронзу в Магнитогорске.
есть к чему стремиться. Но сегодня такой мощный состав на этом этапе, что попробуй запрыгни выше бронзы. И тем не менее, соревнования есть соревнования. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, бронзовые призеры первенства России среди юниоров, победители, призеры этапов Гран-при, чемпионы России по прыжкам. Ей 18, ему 23. Здесь тоже география очень широкая. Артем родом из Челябинска. Тоже приехали в Пермь, в группу Слюсаренко и Закроева и Сергея Плишкина. Также выступили в Магнитогорске, получили серебро. Такая у них насыщенная короткая программа, драматическая. Я думаю, вы оцените, если вдруг еще не видели. Мощные спортсмены Александр Байков и Дмитрий Козловский, которых мы уже видели в этом сезоне в бою. Нельзя не упомянуть, что делают они четверной выброс. Причем именно в этот момент так выброс не пошел у спортсменов. Но, естественно, четверной они делают не в короткой программе, а в произвольной. В Красноярске победили они очень красиво. Тренируются у Станислава Морозова в штабе Этери Тутберидзе. Вот он, Станислав, которого тоже поздравляем, как и некоторых спортсменов, вот с возвращением в фигурное катание. Какое-то время его не было ни на льду, ни возле льда. Сейчас такая интересная работа им ведется в Хрустальном. Пусть программа и прошлогодняя у Александры и Дмитрия, но выглядит очень свежо. Как-то очень ярко и по-новому они ее представляют, мне кажется. Анастасия Мишина и Александр Галямов, ученики Тамары Москвиной. И Тамара Николаевна здесь, на этих соревнованиях, поддерживает этих спортсменов. Но тренирует их также Артур Минчук и, конечно же, хореограф Николай Морошкин. У них очень длинная победная серия, 8 турниров. Если перечислять их программы, то это, конечно же, их победы, это, конечно же, призы Олимпийских игр, золото мира и Европы, 3 золотые медали чемпионата России. Тамара Николаевна в прекрасном настроении, уже прям с утренних тренировок бодра, весела, подошла, рассказала кучу баек и про самолет, и про то, как она летела сюда, и про то, как там все были шокированы, что она 41-го года рождения, и предлагали ей сопровождение в аэропорту. Она говорила: да не надо мне ничего, все у меня в порядке. В общем, я невероятно рад видеть Тамару Николаевну на этом турнире и желаю ей, конечно же, наикрепчайшего здоровья, неугасаемой энергии, чтобы спортсмены всегда радовали. Тамара Николаевна очень аккуратна всегда в формулировках. Если она вот разговаривает с журналистами, с не очень умными, как я, она всегда говорит: Анастасия Мишина не дочка Мишина. Всегда уточняет. И дальше Александр Галямов. Чтобы не было никаких дополнительных глупых вопросов. Но это еще к тому, что, правда, много спортсменов в этом году, в этом сезоне, которые поначалу думаешь, ну, однофамилец или нет? Но потом видишь Маринина и понимаешь, нет, не однофамилец. Но это, я имею в виду, если не знаешь, что это сын олимпийского чемпиона Максима. Есть напряжение на разминке? Огромное напряжение. И на тренировке я сегодня тоже присутствовал, наблюдал за ребятами. Конечно, тут две таких соперничающих пары, соперничающих две из Перми, которые между собой соперничают не первый сезон. И, конечно же, наша элита. Два наших лучших дуэта. Разминка закончилась. Сейчас все увидим, кто кого. Невероятно красивые планы нам дает трансляция Первого канала. Показ на самом высшем уровне.
Бронзу на этапе Гран-при в Магнитогорске после почти двухлетнего отсутствия выиграла пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Тренируются в Перми, учатся в спортивном университете в Санкт-Петербурге. Когда все успевают, абсолютно непонятно. Wall of Noise со своей гудящей версией сарабанды Генделя в качестве музыкального сопровождения. Еще один тяжелый прокат сегодня. Нервы на пределе. Мы в переживаниях. Что произошло, трудно понять, если даже чуть на простых шагах чуть было не упала партнерша. Сердце кровью обливается. Такая красивая пара. Да, пара классная и классная программа у ребят. Отмечаю я это уже второй сезон кряду. Но вот на своем таком домашнем, что ли, льду, где именно в Казани Юля выросла, фигуристку, которую взяли в парное катание. Где-то, может быть, с нервами не справилась. Хотя настроение было классное у ребят, и видно было, как легко выполнили подкрутку и выброс. Но вот дальше, к сожалению. А нет такого, что парам вообще сложнее входить в сезон, если их двое, они всегда, не могут быть в идеальном синхроне? Парам, да, действительно есть и этот момент, но этой паре вдвойне сложнее входить в сезон, потому что сезон предыдущий был пропущен очень много времени. Ребята были без соревновательной практики, и войти в этот тонус всегда очень тяжело. Смотрите, вот выброс шикарно, подкрут шикарно, а дальше, в таком наклоне Юленька вылетела в тройной сальхов, что вживую смотрелось совсем, здесь видно и на экране, что тут не спасти, наверное. И было страшно. Да. Дают
настрой в программе. Ну что ты так, мне кажется, даже слишком близко к сердцу переживаешь все то, что происходит на льду. Ты слишком эмпатичен, Максим. Ребята на первом месте с этим прокатом. У них по компонентам 2 балла опережения, еще балл по элементам. Ну, да, сложно и, может быть, не поборются за первые 3 места, но что поделаешь. Пожелаем им удачи. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко из Перми были невероятно хороши в своей короткой программе «Je suis malade» на турнире в Магнитогорске. Заслуженно лидировали, им эта программа очень идет. Сегодня в окружении таких мощных соперников, как никогда, необходимо быть собранными и целеустремленными. Je ne fume plus, je n'aime même plus l'histoire. Je suis l'air sans toi, je suis simple sans toi, comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, elle cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme dedans. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais d'où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Cet amour, mon Dieu, qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Ton temps, je suis malade. Какая красота! Какая замечательная пара! Сколько в ней изящества и взаимоотношений. Здорово, что у них сегодня получился этот прокат. Безусловно, мы догадываемся, что у судейской бригады там многое на пересмотре. Сначала я так обратил внимание, что в судейском протоколе 4-й уровень им даже ставили подкрутки, но потом пересмотрели. Как думаешь, прям верили в то, что 4-й уровень, или просто нажали для, как это сказать, для очистки совести, а потом уже дальше посмотрим и решим?
Ну, довольно строго в этом сезоне пары судят в принципе, поэтому не мудрено, что могли найти какую-то ошибку. Мне она в динамике видна не была. Ребята, у них одна из лучших подкруток вообще, в принципе, у нас в стране, да и в мире, наверное, высокая, хорошая, с хорошим шпагатом. Но есть еще в ритме должно выполнено быть шагов она, и должна быть хорошая ловля. Что там не нашли, уже это не мне судить. Тройной тулуп справились ребята. Вот как раз эта подкрутка, это ловля за талию. Я ошибок не вижу, но, тем не менее, уровень 3. Выброс просто богиня, Лиза молодец. Видно, что нравится им эта программа. Вот они второй турнир, свой второй гран-при катают ее абсолютно чисто. И видно, что они прям живут в ней. Лиза сама эту музыку услышала, сама предложила. И видно, что очень удовлетворенно они ее катают. Подходит им эта программа, классно они в ней выглядят. Ребят, хорошие линии. И они максимально используют это преимущество в этой короткой программе. Да, по уровням, конечно, очень большие потери у ребят. И какие-то элементы поднимают, какие-то опускают. Дорожка только первого уровня у ребят, к сожалению, будет поддержка понижена. И параллельное вращение тоже возникают вопросы, но посмотрим. А что с дорожкой, на твой взгляд, было не так? Ну, видимо, не выполнили какие-то повороты. Там у нас очень сложность. Там, допустим, в блоке ты не делаешь какой-то шаг. Блок из 3 шагов, которые на одной ноге выполняются непосредственно друг за другом шаги, то у тебя может вообще сразу же слететь уровень аж на 2 уровня, потому что вылетит и один из шагов, и блок, и один из поворотов сложных. То есть еще где-то шаг потерять, ну и вот так вот и получается, к сожалению. Да, но первый смотрят печально. еще так внимательно сейчас судьи. Смотри, за каждой ошибкой. 4-й пересмотрели. Да, подняли хоть один элемент, потому что все остальные, конечно, понизили так серьезно. Но, тем не менее, сумма баллов близка будет, наверное, к 70. И ребята 100% должны лидировать, потому что, ну, безошибочное катание, хорошие компоненты. И мы видим, что ребята продолжают обсуждать свой прокат. Красивая пара. Да, такие программы запоминаются, которые имеют стиль, имеют не только техническую наполненность, но и все остальное оформление, музыка, и костюмы, и взаимоотношения. Все это вот на уровне у этой пары. Прям понимаю тех людей, которые идут на какие-либо соревнования, вот, чтобы посмотреть на какую-то определенную пару. В такую пару можно влюбиться. Чисто по-болельщицки. За короткую программу набирают 68,9. 68,09 это на 3 балла поменьше, чем у них было в Магнитогорске. Все из-за вот этих пресловутых уровней, которые не были доработаны везде потихонечку. Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Чемпионы Европы, бронзовый призер чемпионата мира, дважды выигрывали чемпионат России Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Уже начали свой сезон неделю назад, размялись с победой, головокружительными элементами и чувственным диалогом на льду. Их короткая программа вкатана и проверена в бою, но главный бой, конечно, еще впереди. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came, changed the time. I grew up, I called them mine. You would always laugh and say, remember when we used to play bang bang. I shot you down, bang bang.
You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you. Music playing, people say, just for me to change man's I shot you down, bang, bang. You hit the ground. I used to shoot you Плавится лед от напряжения, публика беснуется. Конечно, зрителям очень понравилась эта программа, и нравится эта пара, и нравится их катание, и поддерживают их. Но мы-то знаем, чего стоит для спортсменов такое событие, как падение первого элемента в своей программе, который и не только Сальхов, но и кое-какие другие вещи не получались ни на тренировке, ни на разминке. Мы все это видели воочию и ждали, соберется ли к этому прокату Александра до такой степени, чтобы все было чисто. Не все. Не все. Сурово. Да, увы, к сожалению, первый же элемент, тройной Сальхов. И такая неудача. Продолжаем мы комментировать прыжки в парном катании. Да, и не думали мы, что дойдет черед в этом вопросе до Александры и Дмитрия. Так здорово катались они на своем первом этапе в Красноярске. Но тут тоже нужно учитывать, что прилететь с разницей во времени, быстро перестроиться, потом прилететь в Казань. Немножко такая скомканная подготовка получается, когда два этапа кряду. Вот. И видим мы, что и у Саши с Димой тоже сложности с этой перестройкой есть. Вот выброс был здорово сделан, с длинным таким выездом, без потери скорости. Поддержки тоже никаких вопросов нет. Ни у меня, ни у технической бригады. Вот технической бригады, по-моему, вообще, да, ни к чему нет вопросов, кроме дорожки шагов, которая в Красноярске была 3-го уровня, а здесь 2-го. Да, причем с очевидным срывом она была 3-го уровня. Там Саша споткнулась в дорожке и даже в интервью потом говорила, что качнула, да, признавал эту ошибку. Вот. А здесь, казалось бы, ровно они сделали свою дорожку, но, тем не менее, какие-то повороты были выполнены не лучшим образом, и судьи оценивают этот элемент только уровнем 2. То есть качание тогда повлияло, получается, только на судейскую оценку, а на уровень элемента не повлияло. Понятно. Хитрый Дмитрий знает, что мы подслушиваем в Kiss and Cry, и разговаривает только на ухо.
Они первые по элементам и по компонентам, понятное дело. Но вопрос короткой программы решится только с выступлением следующих спортсменов. Ученики Тамары Москвиной, Артура Минчука, Николая Морошкина, одни из самых титулованных спортсменов России, чемпионы мира, Европы, призеры Олимпиады, Анастасия Мишина и Александр Галямов. Их победная серия составляет в данный момент 8 турниров. Короткая программа на застольную песню из «Травиаты» могла бы стать украшением любого международного соревнования. Вот она, настоящая борьба. Казалось бы, этап серии Гран-при, две сильнейшие пары. Но вот это напряжение от первой встречи, все влияет на всех. Даже вот буквально пересечься возле катка и посмотреть друг другу в лицо, уже даже это влияет на состояние спортсменов. Поэтому и встречи лидеров настолько нервные и настолько важны. Ой, можно выдохнуть, да, нам, как зрителям, что короткое позади, и все осталось, как говорится, без тяжелых последствий. Но последствия для прокатов и для оценок, безусловно, будут. Ну, ребят, хочется поздравить с возвращением на соревнования, потому что очень много они пропустили из-за травмы Саши в подготовке своей, прежде всего, в летней и в весенней. Долго Саша восстанавливался после
перелома ноги, было все, и гипс, и, то есть это всегда очень тревожно, но тем не менее Настя продолжала тренироваться, держать себя в форме. Да, к сожалению, тоже не без ошибок исполнили свою короткую программу наши чемпионы Мишина и Галямов. Была допущена ошибка также на прыжке. Но тем не менее, я думаю, что за счет компонентов и за счет где-то более высоких уровней, в том числе на дорожке шагов, ребята, конечно, будут лидировать, но не с таким большим отрывом, как это могло бы быть. И завтра в призовной программе вся борьба еще впереди. Прекрасная подкрутка, прекрасный выброс флип. Очень хорошие надбавки получают за него ребята. И вот злополучные прыжки параллельные, конечно, в парном катании в этом сезоне. Да, тут касание льда, вы сами все видите. Потеря баланса серьезная. Но прыжок у них стоит не, как вы видели, не в начале программы, а в середине. Были, думаю, что в нем уверены, как, впрочем, и во всех своих элементах. Но прыжки — это прямо камень преткновения в этом сезоне у парного катания. И ну, до слез, просто до слез, как этот элемент изматывает пары. Прямо начиная с самого первого соревнования. Тамара Николаевна с цветочком. Приветствуем. 4-го уровня Тодос. Вращение 4-го уровня. Дорожка шагов все-таки 3-я. Но учитывая то, что у их конкурентов дорожка шагов, ну и прочие разные вопросы по уровням, еще и сорванный элемент, то результат, безусловно, будет довольно близким. А вот что с точностью до баллов? Анастасия Мишина, Александр Галямов за короткую программу набирают 75,77. 2 с лишним балла преимущества. 1,5 балла. Чуть больше они в технике набрали. И по компонентам буквально полбалла опередили своих конкурентов. Таким образом, Анастасия Мишина, Александр Галямов впереди, но завтра произвольная программа. Самая битва будет происходить там. Ждем вас завтра. Учитывая разницу между спортсменами, конечно же, любой может оказаться на вершине пьедестала. Александра Байкова, Дмитрий Козловский 2-й, Елизавета Осокина, Артем Грицаенко 3-й. И Максим Троньков и Евгения Медведева уже в Кисенкрай для того, чтобы поскорее поговорить с теми, кто лидирует после короткой программы. И вновь на связи Казань, где завершился первый соревновательный день на 3-м этапе Гран-при России IDEL 2025. Завершился он короткими программами спортивных пар, где в довольно напряженной и сложной борьбе лидерство захватили Анастасия Мишина и Александр Галямов. Прежде всего, хочется, ребят, поздравить вас с возвращением на соревновательный лед. Вы впервые в этом сезоне соревнуетесь, мы это увидели. Нервно было? Что случилось? Железная Анастасия Мишина. Что произошло? На самом деле повлияла площадка очень сильно. У меня на тренировке тоже не получался прыжок. Но я была уверена, что на соревнованиях я его сделаю 100%, но не получилось. Извини, Саш, что перебил, но просто в Санкт-Петербурге всегда девушек вперед пропускают. Продолжай. Да просто у тебя был микрофон, и ладно, не суть. Так вот, и да, немножко непривычно было, но это говорит о том, что перед этапом, где мы будем выступать в Омске, придется кататься уже с такими конусами, чтобы уже понимать, какая будет ширина. То есть, да, окей, у нас там есть специальная линия, но, как показала практика, это, видимо, не те ощущения, которые сейчас были на выступлениях. Мы так всегда огораживали чехлами, собирали со всех чехлы, клали. Но это все понятно, это все детали и лирика. Как ощущения на большой арене? Вы вернулись наконец-таки, все вас очень ждали. Понятное дело, что мы видели вас на открытых контрольных прокатах. Вы там откатались супер, но все равно соревнование же это другое.
нас было очень важно показать, что мы восстановились и после прокатов проделали работу и стали лучше. Не знаю, насколько у нас это сегодня получилось. Может быть, зрители и судьи заметили какие-то изменения в катании, но вот элементы сегодня были не все хорошие. Саш, вопрос. В футбол все так же часто играешь? Нет, на самом деле я после возвращения сыграл буквально 3-4 раза. Просто даже проблема не из-за ноги, не из-за правой ноги, а из-за коньков. Я весь сезон мучился с проблемой на тройном тулупе. Это для меня был просто как страшный сон. И после прокатов я принял решение поменять абсолютно другую модель, так как я за лето поменял приличное количество пар коньков, и все-таки мне... Да, Три пара, примерно 6. Да, гораздо больше. И пока я абсолютно без футбола, и там, глядишь, уже, может, к весне я снова вернусь, потому что скучаю, хочется потрогать мяч. Да, окей, там на разминке я что-то могу попинать, но, конечно, это не те ощущения от того, когда играю уже с своими сокомандниками. С какой грустью ты, Саша, об этом говоришь? Ну, все-таки футбол играет очень большую роль в моей жизни, прямо с того момента, как я только перешел в парное катание. Зато, мне кажется, Настя довольна, что футбола стало меньше. Я стала более спокойна просто. Ну и футбола нет, поэтому заменяю себя на какие-нибудь другие увлечения, чтобы хотя бы как-то себя отвлечь и даже от футбола, чтобы от этого не грустить. Ребята, видно, что вы проделали большую работу после контрольных прокатов сборной команды России, которые прошли в Санкт-Петербурге. Там совсем сыроватая была произвольная программа. В короткой вы аккуратно так мастерски чисто проехали. Сегодня мне показалось, что вы чувствовали себя более свободно и раскованно на льду. Над чем работали вот эти месяцы перед Гран-при в Казани? Мы очень много работали над деталями, отрабатывали дорожку, переходы, также накатывали программу, делали много макетов и прокатов целиком. Вот. Саш, а ты чему-то уделял особое внимание? Ведь все-таки нога, наверное, еще не полностью была восстановлена перед прокатами. Я не заострял на это внимание. Но, конечно, к этим соревнованиям мы уже чуть лучше поднакатали программы. Мы уже чувствуем уже очень близко к тому, чтобы в своей тарелке. И, конечно, это еще не пиковый результат, но мы к нему идем аккуратно, маленькими шагами. Чего от вас ожидать в произвольной программе? Были ли какие-то изменения в контенте, может быть? Или внутренние ощущения совершенно другие, нежели в начале сезона? Мы обратили внимание на то, что на этапах, на наших внутренних соревнованиях стали строже судить и очень сильно обращать внимание на уровни. Поэтому вот в течение месяца, даже больше, мы работали очень много над этим. И я надеюсь, что покажем все 4-й уровни. По крайней мере, мы к этому готовились. Не могу не спросить про ваше противостояние с Димой и Сашей. Вы вновь встретились здесь на льду. Что-то особенное испытали? Вам интересно, что они есть здесь? Или вы попроще, когда их нет, и вы уверенно выйдете, все равно первое место займете? А тут кажется, что все равно, если кто-то что-то сорвет, все равно какие-то могут быть изменения в турнирной таблице. Да не, прикольно. Все-таки есть и та пара, которая... Наши ровесники, мы тут не самая старая пара, поэтому хоть вот в этом плане удобней. А как больше нравится? В спокойствии выходить и просто знать, что вот сейчас вот надо вот базовый свой минимум выдать, и точно будет первое место, хорошие баллы, и все спокойно? Или же когда есть та самая конкуренция и чувствуется нерв? Я бы сказала, что когда есть конкуренция, потому что если ее нет, можно настолько расслабиться, что проиграть и другим парам тоже. Ну, это вряд ли, потому что у меня следующий вопрос как раз назревает об этом. Вы смотрели вообще серию Гран-при России в этом сезоне? И что вы можете сказать об уровне российского парного катания? Потому что вот меня прямо боль какая-то за него, что с прыжками не могут справиться ребята. А сегодня тоже даже и вы, и наши самые лидеры, 2 пары, и то с ошибками сделали прыжки. Что происходит? Куда делись прыжки у российских пар? Вот и наше парное катание сглазили просто. Я не могу объяснить, я смотрела, конечно. И для меня это шок, что столько ошибок. И тут мы приехали и тоже с ошибками. В общем, не знаю.
Не могу не спросить про гран-при уже международные. Следите ли за ними? Видели ли возвращение олимпийских чемпионов Пекина? Что об этом думаете? Кого отметите из... Ну, Саш, наверное, друга своего отметит, как обычно. Да, вот, я но... смотрю Никиту с Минервой. Я смотрю все этапы, вот только не смотрела последний, потому что была занята своим. И я бы сказала, что до этого в прошлом сезоне я была уверена, 1-2 место Олимпиады, то сейчас это очень интересно, будет интрига, потому что претендентов много. Ну, я думаю, что уверенность в парном катании вообще дело такое довольно скользкое, потому что всегда может на Олимпиаде лодка качнуться в ту или в другую сторону. Тем не менее, мы с удовольствием будем следить за этим сезоном, и за вами, и за вашим противостоянием очередным с Димой и Сашей. Соревновательный день здесь, в Казани, сегодня завершен. Мы все устали, ребята устали, зрители, я уверен, тоже устали, им есть что обсудить. Мы прощаемся с вами до завтра. Обязательно включайтесь, смотрите фигурное катание на Первом канале. Сегодня с вами были Евгения Медведева и Максим Троньков. Но у нас в гостях победители короткой программы Анастасия Мишина, Александр Галямов. Пока-пока. Максим, ну ты так смело попрощался, я все-таки тебя попрошу еще посидеть со мной в Киссинг-Крае и обсудить вообще общие результаты. А ребят мы отпускаем готовиться к произвольной программе. Спасибо. А ты остаешься? Хорошо, если ты меня не отпускаешь, я всегда готов остаться с тобой. Так, Максим, ну рассказывай. Вот мы ребят сейчас отпустили, можем теперь посекретничать с тобой 1 на 1. По-честному, два, в принципе, как мне показалось со стороны, достаточно идентичных проката. Двое соперников, которые действительно очень много лет ноздря в ноздрю, вечное вот это вот соперничество. Два похожих проката. Все остальное хорошо. Ошибка на тройном сальхове у партнерши. Оценки честные? Я думаю, что по большей части оценки адекватные, прежде всего, потому что Сальхов, да, сорванный у той пары и у другой пары, но ошибки разные. То есть ты сама понимаешь, что степ-аут — это гораздо грубее ошибка, чем касание льда рукой одной. И опять же дорожка шагов. Сегодня за дорожку шагов пара Байкова-Козловский получили 2-й уровень, если я не ошибаюсь, или 1-й даже. Но у них совсем, то есть, была низкая оценка за этот элемент. В то же время 2-го уровня, да, вот дорожка была выполнена, а 3-го уровня дорожка была выполнена у Саши с Настей. И поэтому тут как будто бы все честно. Эти 2-3 балла, они предсказуемы. Плюс ребята вернулись, ребята 10 чемпионы, компоненты тоже ожидаемо были чуть выше, потому что, ну, действительно, сегодня Саша с Димой как будто бы вот эту свою крутую программу, которую они выигрывали в прошлом сезоне и при прочих равных у Насти и Саши, и сегодня она как будто была немножко после этого срыва такая, ну, под контролем, скажем так, зажатая. Ну, хорошо, если с лидерами плюс-минус, все понятно, смотрим до завтра. Интересно, как сложится произвольная программа. Хотела у тебя поинтересоваться насчет пары Осокина-Грицаенко. Как тебе сегодня их выступление? Ребята 2-й турнир к ряду здорово катают свою короткую программу. Они такие, как будто бы живут в ней. Темная лошадка. Есть ощущение, что они в следующем сезоне могут выстрелить? Мы ждем уже их выстреливания, на самом деле, не первый сезон. И когда этот выстрел произойдет, мы точно не знаем, потому что как они катались в короткой программе на предыдущем этапе, это было вау. Эффект вау. Они еще там были без наших лидеров, то есть они были лидерами. У них было противостояние с Мухратовой и Евгеньевым. И на их фоне, ну и вообще они просто пролетели, и они живут в этой программе, они прям в ней растворяются. Это видно, что они едут, кайфуют, каждый шаг выделывают. У них она получается, они ее чисто катают. Но сегодня их тоже довольно строго судьи отсудили. По уровню им поставили не самые высокие на многих элементах, и поэтому такая скромная оценка. И мы видели, как они с недоумением немножко восприняли этот результат. У них и дорожка шагов 1-го уровня была, на 3-й уровень слетело параллельное вращение, и даже поддержка, которая, казалось бы, была здорово сделана, тоже 1 уровень не потеряли и получили только 3-го уровня поддержку. Ну а какие у тебя ожидания от произвольной программы завтрашней?
Ну, я думаю, что, опять же, мы будем следить в основном за Мишей Галямовым, за Байковой Козловским. Опять Четверной же, ждать... Сальхов с Сашей Байковой Да, и Димой. четверной Сальхов с Сашей Байковой и Димой Козловской. И мы знаем, что произвольная программа тяжело далась Насте и Саше на контрольных прокатах. То есть здесь тоже будет волнительно из-за них, и Сальхов-то стоит в том же месте, где и в короткой. Если Настя говорит, что есть сложности, то нервно будет и в произвольной. То есть я тут уверен, что не все потеряно для Димы с Сашей, нужно просто сконцентрироваться, откатать свою программу, может быть, даже чуть лучше, чем на своем первом этапе, и выехать, наконец, этот выброс и для себя, и для своих болельщиков, и для зрителей, и для тренера уже, наконец, потому что не может он каждый раз стоять и так переживать из этой четверной. И я думаю, что это будет такая основная борьба. Ну а Осокину и Гриценко хочется пожелать, чтобы они не провалились в произвольной, как это произошло на их первом этапе, где они упустили, казалось бы, первое место, которое было у них в кармане. Потому что ребята действительно могут развалиться. Вот это вопрос к тому выстрелу, о котором ты говоришь. У них есть все для того, чтобы стать классным дуэтом, конкурентоспособным, но стабильность. Их очень подводит именно этот компонент. 100%. Я лично очень болею за пару Осокина-Грицаенко, потому что мы вот даже стояли сейчас за бортиком и обсуждали, что, в принципе, если посмотреть, вот она, тройка чемпионата России. Мишина Галямов, Байкова-Козловский, в зависимости от того, какой контент и в каком качестве будет выполнен. Ну и как будто бы хочется, чтобы на третьей ступени бронзовую медаль стояли и держали как раз-таки Осокина-Грицаенко. Ну, это заявление такое очень болельщицкое, как мне кажется, потому что на самом деле есть еще прекрасные... Но при хорошем катании. При хорошем катании есть еще очень много пар, которые конкурентны. То есть, прости, Максим, не так есть разбираюсь. еще Чекмарева-Янченков, которые набирают форму после пропущенного сезона тоже, и они бронзовый призер чемпионата России являются. То есть они уже выигрывали эту медаль когда-то. Пропустили сезон. Они классно катаются. Да, у них были срывы, но потенциал там колоссальный. У нас есть Мухартов и Евгеньев, которые в противостоянии с Осокиной и Гриценко тоже постоянно ноздря в ноздрю идут, то одни, то другие, то одни, то другие. Тут кто чище откатает. Я бы так третье место не отдавал легко, потому что действительно есть претенденты, есть молодые дуэты хорошие, есть и в Перми пара, есть и... Ну, я не буду говорить, что в Сочи пара сегодня претендует на бронзу, но тоже их хочу отметить. Веронику Миренкову и Даниля Галимова, они уже третий турнир катаются по взрослым, это их первый сезон, они выступили довольно хорошо на турнире памяти Панина Коломенкина, они выступили классно на своем первом этапе, прям за них судьи начали о них говорить, зрители, почему так и мало поставили, а вот бы и в сильнейшую разминку, а вот. Они там заняли, по-моему, 4 место, это тоже довольно-таки высоко забрались для себя. Сегодня тоже отлично откатали короткую программу, то есть они тоже так мяском обрастают и зрительскими симпатиями в том числе, а за зрительскими симпатиями, я думаю, придет и симпатия судейская. То есть этот дуэт я тоже хочу поздравить, и поздравить Сочи, что и там тоже парное катание живет. На них приятно смотреть. Ты так интересно рассказываешь, прям уже не терпится посмотреть завтрашнюю произвольную программу. А мне-то как не терпится посмотреть произвольную программу, и не только у спортивных пар, но и у наших замечательных девушек, и у наших замечательных мужчин. Завтра будет какая-то россыпь четверных в мужском одиночном катании, будет ультраси в женском одиночном катании, в парном катании противостояние двух лучших пар страны. Завтра будет абсолютно точно интересно. Я уже второй раз пытаюсь попрощаться. Сейчас ты меня отпускаешь? Отпускаю. Все, тогда мы расходимся. Завтра обязательно здесь же увидимся и поговорим с Евгенией. Так интересно о фигурном катании, о нашем любимом виде спорта. Оставайтесь всегда с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале. Ну а мы обещаем вас радовать своими репортажами. С вами были Евгения Медведева и Максим Троньков. Пока-пока.